Столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Все равно денег не хватало. Есть даже версия, что якобы Державин стихи писал и пытался публиковать, чтобы расплатиться с долгами. Это полная галиматья. Учился игре в карты у профессиональных шулеров. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. Начальство, естественно, все это увлечение поэзией и все эти романтические упражнения, как они тогда говорили, не одобряет. Говорят, когда Екатерина прочитала, она чуть ли не прослезилась. Не дай бог жить в эпоху перемен. Великая китайская мудрость. А наш, не самый глупый русский дипломат Федор Иванович Тютчев говорил обратное. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем цикл рассказов из русской истории XIX века. Сегодняшний наш рассказ на стыке века XVIII и века XIX. Героем его будет известный человек, замечательный русский поэт Гавриил Романович Державин. Мы все чуть-чуть слышали это имя из школьной программы. И, наверное, первое, что вы подумаете, Державин, это что-то между Ломоносовым и Пушкиным, как-то ужасно скучно. Не торопитесь, вы узнаете много нового и интересного. Но начну я с того, что известно всем, кто учился в школе. Старик Державин нас заметил и в гроб, сходя, благословил. Писал Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин читал свое стихотворение. Это был, кстати, не выпускной экзамен. Пушкину было всего 15 лет. Он переходил в старший класс. И стихотворение называлось «Воспоминания о царском селе». Стихотворение поразило комиссию, в состав которой входил прославленный мэтр поэзии Гавриил Державин. Послушаем, что писал об этом сам Пушкин. Кавычки открываются. «Державина видел я только однажды, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году на публичном экзамене в лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвих, друг Пушкина, тоже поэт, Дельвих вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвих услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос так разочаровал Дельвига, что он отменил свое намерение и возвратился в залу. Ну а далее, собственно, об экзамене. Державин был очень стар. Он был в мундире. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец-то вызвали меня. Я прочел мои воспоминания в царском селе, стоя в 2 шагах от Державина. Далее показания разнятся. Все говорили, что Державин вскочил, обошел стол, обнял Пушкина, поцеловал его в макушку. Пушкин же сам говорит, что он испугался и убежал. Так смутился, что прятался где-то. Его долго не могли найти. Вот этому эпизоду в нашей истории принято придавать символическое значение. Как бы некая передача эстафетной палочки первого поэта империи. И, возможно, это как раз тот случай, когда символизм совпадает с исторической правдой. По-моему, в школьном учебнике литературы, чуть не сказал, картина маслом, яркая картина Ильи Репина «Пушкин на лицейском экзамене в царском селе». И вот там стоит молодой поэт, декламирует стихи,
И старик Державин вот в таком красном мундире, перегнувшись через стол, склоняется, чтобы услышать нового русского поэтического гения. Собственно, так Державина, как какого-то глуховатого старика, мы ведь и воспринимаем. Посмотрите на самый канонический его портрет, портрет художника Боровиковского. Худой, стройный, седой старик, то ли седой, то ли это парик напудренный. Сейчас наш современник уже, честно говоря, и не разберет, не вглядываясь. Красный парадный мундир, весь в орденах, воротничок с стоечкой, белоснежный платок, повязанный под воротником вокруг шеи, по моде того времени. Невероятно красиво, мне и стильно это кажется. Прямо обидно, что такие шелковые шейные платки выродились в эту офисную удавку, которую мы иногда носим вместе с цивильным костюмом. Но, собственно, именно таким мы Державина себе и представляем. Покажешь этот портрет любому школьнику, студенту, он скажет, какой-то генерал или богатый знатный вельможа, или чиновник. Ну, конечно, тот, кто узнает Державина, студент истфака, заметит, что Державин был крупным чиновником. Отличник скажет министром. Это редчайший случай, когда успех в творчестве, в поэзии совместился с большим карьерным успехом. Что служил он где-то при дворе. Ну, а совсем отличник, пятерочник на истфаке добавит еще, что Державин был действительным тайным советником, стал им уже и при Екатерине. И по табели о рангах это соответствовало 2 классу. И выше Державина по табели мог быть только канцлер, сам император. Все это для поэта, литератора как-то довольно странно и необычно. Чем глубже погружаешься в биографию Державина, тем больше и больше странностей. Попробую я вам открыть другого Державина, неизвестного. Прежде всего, внимательно посмотрите на портрет. Оторвите глаз от орденов, посмотрите на лицо. Все-таки Боровиковский мастер психологического портрета. Вы увидите необычные ломанные брови, как у восточной красавицы, и огромные темные глаза, иронично, как-то даже насмешливо смотрящие прямо на собеседника. Кто он? Гавриил Державин или Гаврила Державин? Гаврила имя простое. Мы же помним, что служил Гаврила почтальоном. Гаврила письма разносил. Гавриил звучит как-то солиднее, но на самом деле, как точно звали Державина, при рождении мы не знаем. Нет возможности посмотреть церковные книги, вряд ли они сохранились. А с учетом обстоятельств рождения, думаю, что был он все-таки Гаврила. И на протяжении всей его жизни в нем как бы жило 2 человека. Это было никакое не биполярное расстройство, с точностью да наоборот. Просто в одном цельном характере сложилось 2 необычных половинки. Одна Гаврила, а другой Гавриил. Может быть, именно в этом и есть некий секрет Державина. Он родился 14 июля 1743 года. Это самое начало правления императрицы Елизаветы Петровны. Вообще Державин проживет при 5 императорах и императрицах. Редкий случай. Где родился, не очень понятно. Сам он говорил, что родился в Казани, называл Казань своим родным городом. Но, судя по всему, это было небольшое село, имение родителей Державина, неподалеку от Казани. Державин был патриотом своей земли. И в одном из своих известных стихотворений «Арфа» он славил Казанскую губернию. «Звучи, о арфа ты, все о Казани мне, звучи, как Павел в ней явился благодатен. Мила нам добра весть о нашей стороне, Отечество и дым нам сладок и приятен». В общем-то, Чацкий у Грибоедова фразу Державина позаимствовал целиком. Ну, плагиатом это не было, потому что про дым Отечества писал и Гомер. Одиссей все мечтал вернуться в родное Отечество, где сладкий дым. И Овидий, и так появилась знаменитая римская пословица «Dulcis fumus patria» – «сладок дым Отечества». Поэтому и дым Отечества нам сладок и приятен. Державин родом из совсем небогатого дворянского рода. Его родоначальником был кто-то из татар-ордынцев,
некий Мурза, который перешел после Куликовской битвы уже на русскую службу, принял православие. Ну, тогда это было просто. Был Мурзой каким-то, стал Ильей. Но семья была бедная. Отец Державина начал службу в 16 лет и, что называется, помыкался по гарнизонам, где он только не служил. В конце концов, нажил на военной службе крошечное имение, буквально несколько клочков земли, аж 10 крепостных, удачно женился, и жена принесла ему еще 50 крепостных. В сумме 60. Когда отец умер, а Державину было лет 10, отцовские долги заплатить было нечем. И мать долго мыкалась по родственникам и знакомым, чтобы не продавать имение. В конце концов, она в итоге сдала его в аренду, поскольку содержать его не смогла. А как-то расплатиться с долгами. Внимание, сумма долгов. 15 рублей. Неподъемная для вдовы с детьми сумма. Державин был первым ребенком в семье. Я часто говорю о том, что поздние, последние дети особенно умны. Есть такая действительно народная примета. Потемкин был очень поздним ребенком. Менделеев 17-м в семье ребенком. Константин Петрович Победоносцев 11-м. Но первенцы ничем не хуже. И Суворов был первенцем. И наш любимец граф Воронцов был первенцем. И Державин тоже был первым ребенком. Начальное образование получил он какое? Никакого. Называется это домашним. Домашнее образование было, мягко говоря, недостаточным. Учил Державина какой-то полуграмотный немец из числа пленных. Поэтому из иностранных языков Державин знал разговорный немецкий. Вы помните, Онегина его учил француз, убогий, месье Лябе. Державин жил сильно раньше Евгения Онегина. И его учил немец, потому что никаких французов, ни убогих никаких, тогда еще в учителях у нас, ну, особенно в провинции, конечно, не было. Французы появились у нас после Великой Французской революции, сбежавшие из Франции. Либо те, которые остались пленные. Мало кто хотел возвращаться в родную Францию, пристроились в богатых домах после войны 812 года. Помните, у Петруши Гринева учитель домашний француз, постоянно выпивает сильно в начале повести. Это, конечно, Пушкин ошибся. Он перенес реалии второй четверти XIX века в те времена Пугачевского бунта. Не было там никаких французов. Как-то чему-то научившись у своего немца в 15 лет, Державин поступает в только-только открывшуюся в первый класс Казанской гимназии. Казанская гимназия относилась к Московскому университету. Он над ней шефствовал. Вот там уже показал себя способным молодым человеком. И его очень ценил директор гимназии, поручал своему школьнику, старшекласснику, как бы сейчас сказали, всякие важные дела. Например, отправил юного Державина руководителем археологической экспедиции в Древний Булгар. Наши слушатели из Татарстана прекрасно понимают, о чем идет речь. Это тот самый Древний Булгар. Именно тогда начались его первые раскопки, который был столицей Древней Булгарии, где, по легендам, приняли ислам местные жители. Сейчас там руины. Ведутся археологические раскопки, прекрасный причал на берегу Волги, гостиница, рестораны, музей. Раскопки такие по итальянскому образцу под открытым небом. И вообще все это место, благодаря совместным усилиям, в первую очередь, Ментимира Шаймиева, он большой пассионарий в этой части, он как раз руководил проектом по внесению древнего Булгара как исламской святыни и святыни Древней Булгарии и Свияжска, уже как русского города рядом с Казанью, военной крепости известной, в список ЮНЕСКО. И я, когда служил в Министерстве культуры, тоже всячески мы этому помогали и способствовали. И к чему рассказываю? Друзья, путешествуйте по России. Обязательно съездите, если вы поедете в Татарстан. Казань – прекрасный город. Обязательно посетите Древний Булгар и обязательно съездите в Свияжск. Не пожалеете, запомните на всю жизнь. Тем более Древний Булгар описывал сам Державин, и предполагалось потом, что это исследование будет направлено императрице Елизавете. Императрица, к сожалению, скончалась, не успела этот труд получить, а Державин оказался неожиданно в армии. Тут я сделаю важное историческое отступление. Мы ведь как думаем, что дворянские дети, те, кто находился на домашнем обучении, либо учился где-то рядом, бездельничали и впоследствии могли всю жизнь прохлаждаться. Это не совсем так, мягко скажем. На самом деле,
начиная с Петра I, для дворянских детей военная служба была строго обязательной. Поэтому для учета и контроля их с детства могли вызвать в любое время на смотр в Москву или Петербург, где и решали комиссионно, оставить ли отрока продолжать обучение или все, забирать его из дома в полк. При Петре I таких недорослей смотрели, начиная с 10 лет, но вскоре уже при Анне Иоанновне был издан указ начинать смотры с 7 лет, то есть с 1 класса, как у нас сейчас. Результатов этих смотров были специальные записи в книге учетные. Там подробно описывалось, что за отрок, что умеет, что знает, где обучается, как, где он проходит домашнее образование, какими предметами владеет. И далее необходимо было пребывать на подобного рода смотры экзаменационные регулярно. В 12 лет отрок должен был уже читать и писать, сдавал соответствующий экзамен. Родители, которые не отправляли его уже в специализированные учебные заведения, давали письменное обязательство, что будут продолжать обучать его наукам до 16 лет. При этом условия этих смотров постоянно ужесточались. Наводили порядок на госслужбе и в армии. Анна Леопольдовна, проправившая у нас совсем недолго, успела подписать указ, согласно которому, если отрок пропускал вот эти первые 3 смотра, то тогда он подлежал отправке в солдаты навечно, без возможности выслужиться в офицеры. То есть превращался в рекрута, по сути. Вот таких обязательных смотров было несколько. И Державин, ему было 19 лет, был зачислен в военный полк. Почему я сказал военный? Предполагалось, что сначала он пойдет по инженерной части, потому что в Казанской гимназии Державин хорошо учился, владел прекрасной математикой, геометрией. Но что-то там запуталось, не срослось. И вместо службы в военно-инженерных частях он оказался вроде бы в престижном гвардейском полку Преображенском, но обычным рядовым солдатом в 19 лет. Я напомню вам, что Петруша Гринев гораздо раньше стал офицером, прапорщиком, не служа нигде после домашнего образования. Я напомню вам, что Петр Румянцев примерно в это же время, в 18 лет, уже является полковником, а в 21 станет генералом. Для этого надо было иметь блат, связи, знатность и деньги. Ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого у семьи Державиных не было, поэтому после Казанской гимназии в 19 лет в Преображенский полк рядовым и жил в казарме солдатской, потому что денег у него не было не то, чтобы снимать квартиру, даже не было денег перевестись в офицерскую казарму, там за нее надо было что-то платить. Не успел он оказаться на службе, как случился государственный переворот, и в июне 1762 года гвардейцы, в том числе и преображенцы, на штыках возвели на престол императрицу Екатерину II. Казалось бы, удача должна была улыбнуться молодому гвардейцу. В нужный момент он оказался не в том месте, и ни награды, ни почести, ни повышения по службе, ничто это Державина не коснулось. И он продолжил служить рядовым. Муштра, смотры, парады, учения. Все это казалось юноше страшно скучным. От скуки он начал много писать и много читать. Писал он хорошо, красиво, видимо, и почерк, и стиль. Поэтому писал письма домой сослуживцам, письма возлюбленным, рапорты офицерам помогал составлять. И, конечно, писал стихи, писал стихов много, нигде не публиковался особо. К сожалению, все это раннее творчество его пропало. В силу многих обстоятельств, не буду вам сейчас рассказывать. Ранних стихов Державина мы не знаем, а денег нет. И так Державин постепенно стал профессиональным картежником. Тут дальше есть 2 версии развития событий. Версия классическая, вы ее прочитаете, если не глубоко пороетесь в интернете. Державин много проигрывал, все время был в долгах, как в шелках. Есть даже версия, что якобы Державин стихи писал и пытался публиковать, чтобы расплатиться с долгами. Это полная галиматья, потому что ни на какие гонорары в те времена, ранние екатерининские публикации стихов, расплатиться с карточными долгами было совершенно невозможно. Поэтому проигрывал на самом деле, но разумно, немного, четко ограничиваясь суммой проигрыша.
и учился игре в карты у профессиональных шулеров. Приемам карточным, ходам, технологии. Со временем стал очень много выигрывать. Известная история, уже сильно позже, он уже был обер-офицером. Но денег у него по-прежнему не было. Сев за стол карточный с 50 рублями, к утру выиграл фантастическую сумму состояния в 40 тысяч. Расплатился со всеми семейными долгами, своими личными, и много чего еще осталось. Но движения по службе нет никакого. Свой первый офицерский чин прапорщика Державин получит только через 10 лет. 29 лет, представьте себе, он всего лишь прапорщик. И перспектив ноль. И вот, когда началось восстание Пугачева, к командующему правительственным корпусом, направляемым на подавление бунта генералу Бибикову, является в приемную молодой прапорщик. Гвардейцев, гвардейские полки не привлекали к подавлению восстания. Является инициативной и говорит: я из казанских, знаю местность, знаю татарский язык разговорный, могу быть очень полезен. Хочу записаться к вам в штаб. Бибиков не очень любил инициативщиков. Знаете, есть такая категория начальников, которые не любят инициативных подчиненных, нахальных. И он юношу отправил куда-то там в переднюю. Прошло какое-то время, рабочий день закончился, а юноша продолжает в передней ждать. Говорит: господин генерал, очень хочу служить. В общем, Бибиков впечатлился такой наглостью и инициативностью, и на службу его взял, определив при штабе в какое-то подразделение, которое бы сейчас назвали военной контрразведкой. Он засылал лазутчиков к восставшим, вербовал агентов из местных жителей, составлял поименные списки особо опасных бунтовщиков, вел какую-то переписку секретную. Ну и, кстати сказать, лично сражался. Сохранились воспоминания, что как-то Державин, возглавив небольшой отряд, смело атаковал мятежников и разогнал довольно большую толпу. Даже Суворов его за это похвалил. Кстати, именно там Державин познакомился с Суворовым. Суворов был старше Державина лет на 15, и он уже, ну, если не прославленный, то очень опытный и известный генерал. 15 лет – большая разница между поручиком Державиным и генералом Суворовым. Но постепенно, со временем, они сдружились, и уже потом, к концу жизни, я расскажу вам об этом, были очень-очень близкими друзьями. Державин оставил подробные записки о Пугачевском бунте, и, кстати, на них впоследствии основывался, использовал их во многом Пушкин во время написания своей истории Пугачева. По окончании этой экспедиции Державин напишет оду во славу генерала Бибикова. Тогда было модно писать красивые, возвышенные оды во славу событий либо каких-то деятелей. Получит, хоть и не без труда, звание поручика, небольшое имение и уволится с военной службы. 15 лет отдал армии, перейдет на службу гражданскую. И вот тут у Державина будет получаться как-то гораздо все быстрее. Уже через пару лет он статский советник, а это по тем временам гражданский чин чуть выше полковника армейского. Он будет служить в разных департаментах, начнет в службе в Сенате. Сенат, кстати сказать, к тому моменту это такое очень сложно устроенное, рыхлое правительственное учреждение, располагающееся одновременно в двух столицах, и в Москве, и в Петербурге, занимающееся много чем. Это не тот Сенат, маленький, компактный, который организовывал Петр I как высший управляющий орган при себе, при государе-императоре. Это, конечно, совсем не тот Сенат, который у нас есть сейчас, то есть не Совет Федерации. Это нечто совсем другое. Каждый император чуть-чуть старался поменять функции Сената. Державин служит в Сенате, Державин служит, современным языком выражаясь, в Минфине, в налоговом ведомстве. И везде отмечается одним. У него репутация правдолюбца, неподкупного, борца с коррупцией, человека, который мзду не берет, более того, везде пытается навести порядок. У него страсть к порядку и дисциплине, как у бывшего офицера. При этом параллельно он что-то пишет, какие-то стихи, где-то даже публикуется. Начальство, естественно, все это увлечение поэзией, все эти романтические упражнения, как они тогда говорили, не одобряет, ругает Державина.
мол, эти стихотворцы не способны ни к какому делу. Это, кстати, не совсем так. Давайте вспомним, что в XIX веке очень способными к государственному делу и к чиновничьей службе были многие стихотворцы и писатели. Вспомним Тютчева, достигшего больших высот в Министерстве иностранных дел. Вспомним двух вице-губернаторов, хорошего писателя исторического Лажечникова и всем нам известного Салтыкова-Щедрина, который служил вице-губернатором в Твери и в Рязани. Ну и потом Лев Толстой, Денис Давыдов, Фет. Это, между прочим, боевые офицеры. Список можно было бы продолжить. Я здесь отмечу то, что в XIX веке писательство и поэзия редко когда были отдельной профессией. В большинстве своем стремились совмещать музу с государственной службой наши творцы. Само явление отдельного слоя профессиональных литераторов – это уже в большей степени явление века XX, а еще больше советской поры. Советский Союз забаловал писателей, и они могли прекрасно жить и очень успешно, занимаясь только литературой. Высокие авторские отчисления, огромные тиражи, поголовная грамотность, огромное количество людей с высшим образованием, покупателей литературы. И самое главное, понимание государством важности функции литератора, драматурга, сценариста, творца, того, кто влияет непосредственно на идеологию, формирует мировоззрение. Эта государственная политика дала возможность жить очень большому слою профессиональных литераторов и поэтов в Советском Союзе. В империи так не было. Ну, что можно сказать еще о работе Державина в Сенате? Ему поручили надзирать за строительством нового здания Сената в Петербурге. Здание получалось красивым снаружи и изнутри. Большой зал заседаний был украшен барельефами, в числе которых была и аллегорическая фигура истины. Фигура была представлена в обнаженном виде. Принимая работы, генерал-прокурор Сената нашел фигуру, цитирую, «не вполне пристойной». И обратился к ответственному за стройку Державину со словами: «Велико ее, братец, несколько прикрыть». На что Державин в своих записках отметил: «И подлинно с тех пор стали от часу более прикрывать в правительстве правду». Это была фигура истины. Через несколько лет новый генерал-прокурор и вовсе приказал спилить этот похабный барельеф. Державин прокомментирует это так: «Истина покинула Сенат». Слава поэта придет к Державину после одного стихотворения. Это стихотворение мы даже учили в школьной программе. Было написано в 1782 году в принятой тогда форме оды. Ода была обращена не абы к кому, а так немного закамуфлирована и иносказательно, но все понимали, о чем идет речь, непосредственно к императрице Екатерине II. Ода называлась «Фелица». «Богоподобная царевна, киргиз Кайсацкая Орды. Едино ты лишь не обидишь, не оскорбляешь никого, дурачество сквозь пальцы видишь, и лишь зла не терпишь одного». Ну, а дальше было много приятных и возвышенных слов в адрес императрицы, немного юмора, немного сатиры по отношению к ее приближенным, несколько капель по тем временам, очень рискованный шаг наказов и назиданий, как надо лучше киргизскими ордами богоподобной Фелиции управлять. По современным меркам это, конечно, была лесть. Когда я работал в посольстве Советского Союза в США,
было такое время. Мой непосредственный начальник, человек очень остроумный, говорил мне: запомни Володю. Я тогда был пятикурсником МГИМО еще. Прямая грубая лесть всегда быстрее дойдет до черствого сердца начальника, чем всякие вот эти тонкие, изысканные заходы. Так что Державин поступил по прямому. Он в этой оде прямо и не грубо, но очень красиво льстил Екатерине. Говорят, когда Екатерина прочитала, она чуть ли не прослезилась. Что можно сказать? Во-первых, тогда все льстили. Во-вторых, Екатерине было за что льстить. И в-третьих, кто только не льстил поэтически. А в истории осталось только ода Фелица. Надо было уметь делать это талантливо. Державин получил от императрицы запечатанный конверт такой большой, в знак благодарности. В конверте было 500 рублей. Хороший гонорар авторский. И золотая табакерка, украшенная бриллиантами. Табакерка – это не курительный табак, а для нюхательного табака. Сама Екатерина тоже любила нюхать табак. Всегда носила с собой табакерки. И дорогие табакерки дарила своим приближенным. Это был такой ее фирменный стиль, фирменный подарок. Екатерина брала табак всегда левой рукой. Нюхала, чихала. Нравилось. Модно тогда было. Правую руку она давала для поцелуя, поэтому правая рука императрицы не должна была пахнуть табаком. И вот Державин получил такой царственный подарок. Но что интересно было написано на конверте. Екатерина была девушка с юмором. Мурзе Державину от киргизской царевны. Державина заметили, стали продвигать, и спустя какое-то время назначили губернатором, чуть не сказал, Карелии. Тогда это называлось Аланецкого наместничества, со столицей в городе Петрозаводске. Первое, что сделал новый губернатор, это сразу переправил в Петрозаводск всю свою библиотеку. Более 3000 томов. Книги тогда стоили очень дорого. И это стало первой крупной библиотекой в Карелии. Сейчас коллекция Державина находится в основе замечательной республиканской библиотеки в Петрозаводске. Мы тоже здание этой библиотеки в Министерстве культуры в свое время отреставрировали и расширили, перестроили. Прекрасная библиотека. Те, кто живет в Петрозаводске, зайдите, поинтересуйтесь. Я уверен, что можно получить доступ и к собственным книгам Державина. Наверное, в белых перчатках только если. Именно при губернаторе Державине в Петрозаводске открылась больница, аптека. Все первое. Первое училище, государственный архив, почтовая служба. Кстати, Державин основал город Кеми. Кемская волость была, помните? Ивана Васильевича пытались ее отобрать. Кемская волость? О, я. Кемская волость. О, я. А вот город Кемь основан по ходатайству Державина. И вообще считается, был очень доступным губернатором. К нему мог буквально любой попасть на прием. Пожаловаться на злоупотребление начальства. Главную свою задачу Державин видел в одном – в соблюдении законности, чтобы все было по-честному, по закону и по порядку. Опять же, с коррупцией, с доимством, злоупотреблениями боролся как мог. И вскоре был переведен в другую губернию, посерьезнее, и покомфортнее. Как он сам писал, после переезда новый город имеет 1000 выгод перед Петрозаводском. Здесь и хороший дом, и приятное общество. Это город был Тамбов. Большая, гораздо больше современной Тамбовской области, Тамбовская губерния. Вот здесь Державин развернулся. Создал провинциальную газету. Кстати, это первая провинциальная газета, еженедельная, «Тамбовские известия». Открыл несколько училищ, открыл театр, типографию, богадельню, больницу, сиротский дом, то есть детский дом. И был хороший, был просвещенный губернатор. Чем еще отличался Державин на губернаторских должностях, как в Петрозаводске, так и в Тамбове? Непримиримость в борьбе со злоупотреблениями. Наивная попытка везде все делать по закону. Искреннее и какое-то прямо юношеское стремление искоренить всю кривду и сделать так, чтобы все чиновники служили честно, как положено, строго за жалование. Результат был один. Огромное количество недовольных, бесконечные жалобы, коллективные письма, доносы в столицу, всеобщее неприятие странных волюнтаристских методов руководства нового губернатора.
Так что в Тамбове он тоже не удержался. Сняли, отозвали в столицу. Но тут сложились обстоятельства для него позитивно, потому что в столице Екатерина решила взять непосредственно в собственный аппарат человека примерно с таким уровнем подготовки, как Державин, чтобы он умел блестяще писать, хорошо разбирался в бумагах, был честным и организованным. По всем этим параметрам поэт, офицер, опытный уже чиновник и управленец Державин подходил идеально. И Державин оказался личным секретарем императрицы, так называемым статс-секретарем. Он принимал прошения на ее имя, докладывал по ним, плюс Екатерина поручила ему наблюдение за законностью решений Сената, в котором он когда-то работал. То есть, грубо говоря, в течение нескольких лет в руках Державина была сосредоточена огромная власть. Генерал-прокурорская плюс докладчика императрицы, чего никогда не было ни до, ни после. Приведу сравнение. Сделать это непросто, попытаюсь придумать. Державин был одновременно руководителем секретариата президента, главой администрации президента, плюс генеральным прокурором и отчасти, наверное, даже каким-то представителем президента специальным при силовых структурах. Вот что-то такое в сумме. Невероятная власть с точки зрения любого чиновника. Но в руках Державина она не держалась. Опять его принципиальность, опять его стремление навести порядок. Он сгруппировал все эти прошения, ответы на прошения. Издали потом 40 томов упорядоченного делопроизводства личных ходатайств императрицы и последующих ее ответов и разбирательств. Далее. Он позволял себе не соглашаться с самой Екатериной. Все время с ней ругался, объяснял, что какие-то решения она принимает не совсем правильно. Горячился. Он человек был такой горячий. Судя по портрету, холерик, наверное. Легко переходил на повышенный тон с императрицей. Только мудрая Екатерина могла это терпеть. Известная история про то, как однажды она попросила присутствовать при его докладе своего лакея. Говорит, ну ты, братец, не выходи из комнаты, а то Гаврила Романович так горячится, что сейчас меня ударит. И лакей стоя присутствовал при докладе главы администрации императрицы. Работяга был Державин, работал с 5 утра до 10 вечера, рассмотрел сотни и сотни прошений, однако в конце концов отправился в отставку, потому что стал уже императрицу своей дотошностью и горячностью раздражать. Начальники большие любят, чтобы человек, находящийся рядом с ним, не слишком забирал у них энергию. Он был как-то поспокойнее, был потише, чтобы действовал на них успокоительно. А Державин был слишком пассионарен. Это крупное руководство всегда рано или поздно раздражает. По-человечески, наверное, это понять можно. Единственное, что смягчало его позицию, это то, что все-таки он был поэтом. И поэтом был хорошим. Он писал огромное количество от свободное от работы время, где-то, наверное, после 22. Песен, кантат, текст для хоров, оперных либретто. На то время пришлось немало блестящих побед русского оружия. И по поводу штурма Измаила Державин сочинил стихотворение, которое, вы не поверите, на долгие годы стало первым неофициальным гимном Российской империи. Его положили на музыку, и вот оно. Гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос. Мы ликуем славы звуки, чтоб враги могли узреть, что свои готовы руки в край вселенной мы простреть. Какие-то фразы у Державина запоминаются прямо сразу с первого звука. Такое ощущение, что они сказаны вот здесь, прямо на улице, знаешь, вот тут на Московском бульваре. Все понятно. Гром победы раздавайся. А дальше начинаются какие-то образные, старинные, классические выражения. Свои готовые руки мы простреть. Это означает, что мы до всех до вас дотянемся. Никуда вы, наши вороги, от нас не уйдете. Несколько десятилетий гимн России. Державин – это наш князь Львов, Пушкин и Сергей Михалков. – 1793 год. Екатерина по-доброму, она умела это делать, по-хорошему отправляет Державина в отставку, назначая его сенатором, а потом чуть попозже еще и президентом коммерц-коллегии. Это что-то типа
ответственного за внешнюю торговлю и за таможню. Но Державин и там отметился. Тут же вскрыл какие-то страшные злоупотребления, банды чиновников, банды таможенников, находящихся в сговоре с чиновниками. Раскрыл какие-то махинации по поводу ввозимых из России товаров. Ну, то есть и на этом месте молниеносно нажил себе множество врагов. Не мог он спокойно и тихо работать, как и подобало бы приличному чиновнику. Наверное, его оттуда бы тоже выгнали. Но на трон зашел Павел I. Павел I отрицал многое, что было при маме. Но были сложные отношения с матерью. Не будем ударяться с вами в психоанализ. Этому посвящен целый ряд лекций, касающихся Павла I. Посмотрите, послушайте. Интересно другое, что многих екатерининских приближенных Павел I отправил в никуда, а вот Державина, бывшего личного секретаря императрицы и нынче сенатора, наоборот, приблизил. Даже наградил его своим любимым новым Мальтийским орденом. Как-то объяснял Державин. Процитирую, кавычки открываются. «Государь сей, Павел Петрович, желал иметь чистосердечных людей вокруг себя и особливо искал и хотел иметь такого друга, который бы говорил ему только правду. На роль друга, который говорит правду, наш поэт-борец с коррупцией подходил идеально. Проблема только в том, что Павел проправил недолго, Державин снова оказался неудел, но молодой император Александр решил поручить ряду чиновников и сенаторов приближенных составить проект реформирования Сената. Я уж говорил вам, что реформирование Сената – это у нас такая национальная идея, национальная забава со времен Петра I. Оно у нас постоянно реформируется. Вот сейчас с некоторой долей натяжки можно сказать, что Сенатом у нас называется Верхняя палата парламента, хотя, конечно, по функционалу это совсем не так, но мы называем членов Совета Федерации сенаторами. Вот очередную реформу Сената затеял Александр I, и как бы думали, кто написал самую ясную, самую понятную, самую образную и глобальную программу реорганизации Сената? Ну, конечно, опытный чиновник и поэт Гавриил Державин. Он предложил много интересных вещей. Я не буду ударяться в функционал. Что мне больше всего понравилось. Сенаторов предполагалось пожизненно освободить от всех видов уголовного преследования, ну, только если не совершают какое-нибудь лично, собственноручно кровавого убийства. То есть вывести их из-под доносов и наветов и дать им пожизненный личный и имущественный иммунитет. Вот, знаете, идея кажется странной, а с другой стороны, представьте себе, сразу бы рядом с императором образовалось бы несколько десятков абсолютно независимых людей. Собственным мнением, собственным суждением, свободных, ничего не боящихся, знающих дело, это были очень опытные люди, и говорящих правду, как Державин. Я думаю, что для Российской империи той эпохи это было бы очень полезным делом. Проект Державина очень понравился Александру Первому. Прямо восхитился, сказал, что это настоящий глобальный подход. И Александр, как молодой, но уже хитрый властитель, не хочется сказать слабый, это несправедливо, но лукавый, это правда, восхитившись проектом Державина, конечно, его не принял. Он понимал, что ничего из этого не выйдет. Но зато назначил Державина самым первым министром юстиции. Министерства появились по указу Александра I в 1802 году. Это был манифест об учреждении министерств. И вот среди самых первых министерств, их было немного, появилась и должность министра юстиции, который одновременно являлся генерал-прокурором Сената. Понимаете, да? Александр не стал реформировать Сенат на 100% по предложениям Державина, но назначил Державина генерал-прокурором Сената. Ну, такое компромиссное, хитрое решение. По мере сил навел там порядок. Функции Министерства юстиции той поры были колоссальны. Подготовка всех законов, управление деятельностью судов, управление прокуратурой, назначение, перемещение, увольнение всех чинов судебного ведомства, учреждение упразднения судов, надзор за ними. Более того, он должен был служить оком государевым, постоянно отверстным для пресечения всякого рода злоупотребления.
любимое дело Державина – следить за пресечением злоупотребления. То есть можно сказать, что Министерство юстиции Державина – это совокупность современного Минюста Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Главного правового управления президента, правового департамента аппарата правительства Белого дома, ну, наверное, и Верховного суда. Вот это все вместе и есть Державинский Минюст. Правда, значительно более скромный по численности. Тогда вообще при царях-батюшках чиновников у нас было немного. Державин, как вы думаете, сколько продержался на посту министра юстиции? Не угадали. 1 год. Уже через год Александр I вызвал его, вздохнул и сказал: «Гавриил Романович, всем вы хороши, но уж слишком ревностно служите. Устал я читать на вас доносы, жалобы, поклепы. Давайте чем-нибудь другим займитесь, будьте любезны». И предложил ему какую-то очень почетную, но совершенно бессмысленную должность. Державин не согласился и подал в отставку со всех постов. Ему уже к этому моменту лет 60. Он уже устал. Он уже хочет посвятить себя творчеству. И Державин уходит на пенсию. К тому же он ведь богат. Прошли те времена, когда семья Державина не могла расплатиться с долгом в 15 рублей. А сам Державин по абсолютной безденежности жил вместе со вчерашними крепостными в солдатской казарме Преображенского полка. У Державина большое поместье, 1200 душ. Он многие годы находился на больших должностях, а тогда крупным чиновникам по-крупному платила империя. Первые лица были хорошо обеспечены. У Державина прекрасное поместье в Новгородской области, прекрасный дом в Петербурге, где он и собирается прожить остаток дней, подводя черту под блестящей чиновничьей карьерой Державина. Мораль проста. Всегда, во всех странах и во все времена, и никуда от этого не деться. Прямолинейность, правдолюбие, отчаянная борьба со злоупотреблениями. Все это не становится идеальным KPI идеального чиновника. Чтобы служить долго и успешно, надо обладать, помимо этого, безусловно, большим набором совсем других качеств. Больше гибкости, больше умения промолчать, больше способности соглашаться, не раздражать бесконечными инициативами свое руководство. Оно ведь тоже живые люди, и слишком энергичные и правдивые вокруг них, бывает, доведут даже матушку-императрицу Екатерину. Так что Державин стал в 60 лет, в 60 плюс, настоящим дауншифтером. И дальше занимался творчеством. Что касается его личной жизни, женат Державин был дважды. Первая жена, к сожалению, детей у них не было, скончалась. И вторым браком он женился на подруге первой жены. Вот так. Как он писал сам: «Брак мой был основан более на чувстве давнишней дружбы и благоразумия, нежели на страсти». Ну, и там сам Державин уже был не молод, ему было за 50. И супруга его вторая была не юной девушкой. И брак, в общем-то, был, можно сказать, по дружбе, по расчету. Может ли брак по расчету быть счастливым? Может, если расчет оказался верным. У Гавриила Романовича Державина расчет был верный. Прожили они долго и счастливо. Одна беда, только детей тоже во втором браке не было. Но в доме дети были. Во-первых, 3 племянницы сестры его жены. Они осиротели. И вот у дяди, у Гавриила Романовича в доме до совершеннолетия и воспитывались. А кроме того, у Державина был близкий друг Петр Лазарев. Он служил губернатором в Владимирской области. Это был его однокашник еще по Казанской гимназии. Кстати, тоже много говорит о человеке, который на протяжении десятилетий дружит с одноклассником. Петр Лазарев умер, оставив, здесь данные биографов разнятся. Кто-то пишет 5 детей, кто-то 6. Но известно одно. Как минимум 3 сыновей Петра Лазарева и дочь Державин после смерти товарища воспитывал у себя дома, затем помог устроиться им
в морской кадетский корпус. Помните, Лазарев и Крузенштерн, наш прославленный адмирал. Все 3 сына Петра Лазарева, 3 воспитанника Державина, морских кадета, стали 3 прославленными адмиралами русского императорского флота. В Петербурге Державин жил в большом доме. Там сейчас прекрасный музей-усадьба Державина с большим садом. Будете в Петербурге, сходите обязательно. Это на Фонтанке, в самом центре города. Министерство культуры восстанавливало этот дом, реставрировало усадьбу, очень красивую ее сделало. Я когда там был первый раз, я думал, неплохо министры юстиции жили в Российской империи. Настоящий городской дворец. Как всегда, первое суждение бывает обманчивым. Выяснилось, что дом этот Державин купил только тогда, когда был назначен личным секретарем Екатерины с большим жалованием. Мог себе это позволить. Но и на самом деле никакого дома не было. Там был маленький деревянный домик на большом довольно участке земли рядом с Фонтанкой. И Державин еще несколько лет жил в каком-то флигельке, рядом снимал, пока этот уже каменный основательный дом строился. Но когда он, наконец, построился, это стал центр литературной и художественной жизни Петербурга. И нет таких знаменитых поэтов, известных художников, писателей, литераторов, драматургов, художников, музыкантов, живших в те годы в столице Российской империи, которые не побывали бы в гостеприимном музыкально-литературном доме Державина. Он там даже театр потом сделал. И ставил пьесы, естественно, зачастую по своим стихам. И оперы с либретто Гавриила Державина. А летом Державин жил на пенсии в деревне, в имении Званка, Новгородской области. Сельскую жизнь любил. Писал так. «Возможно ли сравнять, что с вольностью золотой, с уединением и тишиной на Званке? Довольство, здравие, согласие с женой. Покой мне нужен дней в останке». В общем, совсем стал Гавриил Романович на склоне лет философом. Но коли я уже стал читать некоторые державинские стихи, я совсем-совсем не литературовед, и каждый раз боюсь что-нибудь не то сказать по литературной части. Просто читаю вам некоторые строки, которые мне нравятся. То все-таки не могу, наверное, пару слов не сакцентировать на особенностях державинского стиля в поэзии. Потому что мы в школе по традиции считаем, что с Пушкина началась современная поэзия, а до Пушкина был классицизм. Державин, Сумароков, Тредиаковский, Ломоносов. Это не совсем так. На самом деле Державин – это пограничный переход между классицизмом и современной русской поэзией, Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым и так далее. Державин – это поэт-новатор. С него, собственно, и началась новая эпоха в русской поэзии. Поэзия его оригинальна, самобытна. Он смешивал стили. Помните, я вам говорил о 2 Державинах? О Гавриле Державине, как его матушка-императрица называла, и Гаврииле Романовиче Державине. В одном человеке умещался и классицизм, и простые слова. Как в казарме он писал стихи. Какие-то солдатские частушки, говорят, сочинял. Пока был солдатом, сержантом и прапорщиком. В его стихах много иронии, много сатиры. Много написано о простых людях, о солдатах, о России, о стране. Он такой отечественный поэт. Гоголь обожал Державина. Гоголь писал, откуда он взялся, из каких степей. Может, из этих бескрайних казанских просторов на Волге. Откуда гиперболический размах его богатырской речи. Так называл Гоголь особый стиль Державина, умение писать стихи, никому не подражая, стирая границы между разными стилями и жанрами, смешивая славянизм и просторечие, элементы высокого и низкого стиля. Державин описывал не только великие дела великих людей, но и повседневную жизнь. Развлечения, обеды, домашний быт. Он писал о себе самом, о служебной семейной жизни, о русских девушках. У него есть замечательное стихотворение, так называется «Русские девушки». Очень романтичное.
Писал о друзьях, о родственниках, о знакомых. Вот как он писал сам о себе. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечие. Думал, нравится лишь им. Ум и сердце человечье были гением моим». Он умел писать и о серьезном. У него есть большое, интереснейшее стихотворение «Бог». Я не буду вам его зачитывать. Оно сложное на слух. Прочитайте сами. Это настоящая религиозная философия. Поразительно, но это стихотворение имеет колоссальное количество иностранных переводов. Причем много вариаций переводов на одни и те же языки. Я слышал где-то, что только на японский оно имеет около 10 переводов. 5, 7, 10 переводов на немецкий, на французский, на английский. Это стихотворение, которое интересно жителям разных стран и носителям разных культур. Почитайте. Державин «Бог». Стиль его, конечно, стихотворный, тяжеловат. И нам кажется сегодня, на фоне, конечно, блестящего стиля Пушкина, сложным. Но я каждый раз говорю, когда мы говорим об истории, надо руководствоваться принципом историзма. Таким стилем тогда писали, сочиняли все. У Державина он был еще самый легкий. Он умел вставлять простые выражения. Да даже говорили зачастую таким языком. При этом, вообще-то, Державин сам себя поэтом не считал вообще. И в собственных мемуарах довольно подробно рассказывал обо всех своих орденах, о всех своих государственных заслугах. Он ими очень гордился. О работе своей в губерниях, в министерстве, в сенате. О своих стихотворениях Державин в воспоминаниях даже не упоминал. Это было хобби, ничего более. Но вообще там по-разному, когда проходит время, воспринимаем исторических деятелей. Ломоносов. Мы Ломоносова считаем в первую очередь великим ученым. А Державин тоже считал его великим соотечественником, великим поэтом. Он относился к нему в первую очередь как к поэту. Подводя черту под вопросами творческими, о которых я говорить так не хотел, процитирую Белинского. Лучше, наверное, не скажешь. Державин – это Пушкин, который родился не вовремя. А Пушкин – это Державин, который родился вовремя. Виссарион Григорьевич Белинский, великий критик. Несколько слов о памяти Державина. Я уже рассказал вам о музее Державина в Петербурге на Фонтанке. Must see всем, кто любит русскую литературу и историю. Державинские чтения давно проходят по всей стране. Это целая система таких литературных вечеров, конференций. Их патронирует отчасти руководство Татарстана. Большие молодцы. Миниханов, насколько я знаю, сделал это большим республиканским проектом. Но они проходят не только в Татарстане, но и в Тамбове, и в Петрозаводске, и в других регионах. В Тамбове вообще очень любят Державина. Я помню, когда первый раз был в администрации тамбовского губернатора, там вот прямо рядом с кабинетом губернатора огромный портрет Державина. Главная губернская звезда. Университет имени Державина, Тамбовский, улица Державина, областной музей Державина, сквер Державина, где естественный памятник Державину. Есть еще Державинская медаль. Это официальная ведомственная награда Министерства юстиции. И еще раз подчеркну, чиновники Министерства юстиции России большие молодцы, сохраняя память о первом министре юстиции, настолько поразительно необычном человеке. Медаль Державина – это высокая ведомственная награда. У нас рассказы о русской истории, поэтому я расскажу вам еще несколько разных забавных историй, связанных с увековечением памяти Державина, забавных и грустных одновременно. В Петрозаводске тоже лет 20 назад решили поставить памятник Державину и зачем-то привлекли финского скульптора. Уж я не знаю, насколько финский скульптор понимал русскую поэзию, но памятник, который он поставил, большой, на пьедестале из красного гранита, по его замыслу, процитирую, отображает поэтическую суть одного из величайших поэтов России. Как я не смотрел на этот памятник, не мог понять, чем он отражает поэтическую суть. Мне кажется, что сотри фамилию Державин, подпиши любую другую. Генерал такой-то, сенатор этаки, министр сякой. И ничего от этого не изменится. Где там поэтическая суть? Не знаю. Есть известный памятник Державину в Державинском саду Казани. Это исторический памятник. В
1842 году по повелению императора Николая I в университетском дворике для воспитания студенчества на примере выдающегося земляка был установлен памятник Гавриилу Романовичу Державину, а рядом разбит сад, тоже названный Державинским. Почти 100 лет просуществовало такое намоленное студенческое место, до тех пор, пока в 1930 году Горсовет Казани не решил, что поскольку Державин является льстивым царедворцем, помещиком-крепостником и усмирителем пугачевского восстания, ну а также, что уж совсем смертельно, авторству Державина принадлежит ода во славу полковника Михельсона, главного пугачевского усмирителя, то этот памятник надо снести, вместо него поставив кому? Угадали. Емельяну Пугачеву. Сквер переименовали и сад в Пугачевский, а вместо памятника Державина, который куда-то отправили на переплавку, установили гипсовую скульптуру Емельяну Пугачеву. Гипсовая скульптура долго не прожила, и уже в начале 90-х решено было от греха подальше ее убрать и восстановить точную копию интересного, на мой взгляд, и замечательного памятника Гавриилу Державину в Казани. Единственное, что копия оказалась с некоторыми видоизменениями, поскольку там на пьедестале были изображены музы поэтические. Музы были в традициях середины XIX века полуобнаженные. Почему-то при восстановлении точной копии Державинского памятника решили этих полуобнаженных муз заменить, как было сказано, заменить муз с физическими недостатками. Сложно мне сказать, какие там у них были физические недостатки. На мой вкус там были сплошные достоинства. Ну, может быть, это и к лучшему. А вот буквально на днях, грех сказать, в нашем дружественном Казахстане переименовали очередной небольшой городишко. Когда-то это был поселок, назывался Державинское, потом город Державинск. Жили там ракетчики. На картах его не было, там была секретная военная часть. После распада Советского Союза ракетную часть эвакуировали, и вместо нее сделали колонию строгого режима. Потом колонию вроде бы тоже закрыли. И вот в июне 2023 года на состоявшемся сходе жителей города Державинска 192 голоса за, 125 против, было принято решение город переименовать. Переименовали его в честь казахского хана Кенесары, который в середине XIX века решил резать русских колонизаторов и судить всех по шариату. Странно это. Чем он не угодил Державин? Почему решили местные жители переименовать город в честь хана-головореза? Понять сложно. Да и кто там эти жители после всех этих перетурбаций, случившихся после Беловежской пущи, тоже понять сейчас тяжело. Какая мораль моего рассказа? Во-первых, вот любим мы говорить. Американская мечта. Чистильщик сапог мальчишка стал миллионером. Это только в Америке такое возможно. Посмотрите на судьбу Державина. 18 век. Вот она, русская мечта. Из солдатской казармы в крупнейшие сановники, губернаторы и министры. Прямое подтверждение правильности идеи Петра I, табеля о рангах. Прямое подтверждение того, что в самые непростые времена, имея трудолюбие, целеустремленность и талант, можно было добиться любых высот, отнюдь не в силу знатности и богатства, а в силу своих человеческих качеств. В завершение нашего рассказа расскажу историю, связанную с Державиным и Суворовым. Они дружили последние годы, и Державин часто бывал дома у Суворова. Последний раз буквально за несколько дней у постели умирающего генералиссимуса. И говорят, Суворов спросил его, что написать на моей могиле. Державин сказал уже,
Александр Васильевич, что можно написать? Здесь лежит Суворов. И так все знают. Бог мой, как хорошо, сказал Александр Васильевич. Так и напишите. Спустя несколько десятилетий на его могиле и появится надпись, предложенная Державиным. А тогда, после похорон Суворова, грустный Державин вернулся к себе домой, и его встретил Снегирь. Державин очень любил птиц, их у него было множество. И в поместье, в Новгородской Званке, и в его доме на Фонтанке. А Снегирь у него был особый такой, музыкальный. Он знал, как говорили тогда, одно колено какого-то военного марша. И радостно встретив хозяина, начал это колено насвистывать. Державин грустно посмотрел на Снегиря. Маленькая русская птичка, любимая в народе, такая яркая, красная, смелая, не боящаяся ни мороза, ни зимней стужи, никуда не улетающая в теплые края, такая настоящая, неприхотливая, как русский солдат. Сухонькая, смелая, как русский генерал Суворов. И, глядя на эту птичку, Державин после похорон написал стихотворение, мое самое любимое, собственно, с которого, на мой сугубо непрофессиональный любительский взгляд, и началась новая русская литература XIX века. Стихотворение «Снегирь». «Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый Снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сильный где? Храбрый, быстрый Суворов. Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную, Снегирь». Пройдет 170 лет, и другой великий поэт, находясь в эмиграции, далеко-далеко от Москвы и Петербурга, напишет в том же ритме, в точном подражании державинскому слогу стихотворение, за которого его осудит вся эмигрантская тусовка. Скажет, зачем вы написали это в честь коммунистического военачальника? Этот великий поэт улыбнется, пожмет плечами и ответит, вы знаете, не так много осталось на свете людей, во знаменование кончины которых хочется написать оду. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалиях убранный труп. Смерть уезжает, пламенный Жуков. Маршал, поглотит алчное лето эти слова, и твои прохоря, все же прими их. Жалкая лепта, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер Снегиря. Вот так переплелись вместе Жуков и Суворов, Бродский и Державин. Гавриил Романович был очень необычным человеком. Неуживчивым, резким, ершистым, правдоруб. Вот так и Гавриил Державин всю жизнь служил России и пытался как мог навести порядок, убрать в своем доме. Потому что его дом, его страна, его родина, его отечество, его стихи, его творчество – все это он совершенно не отделял одно от другого. Дорогие друзья, среди ваших писем, приходящих на телевидение, на сайт «Лектория Достоевский», на каналы, размещенные в социальных сетях, среди ваших писем, комментариев много просьб рассказать о великих деятелях культуры.
XIX века. Тема нашей сегодняшней встречи – Александр Сергеевич Грибоедов, которого все мы знаем как автора литературного произведения, которое проходит в школе, которое известно каждому. Но мы не будем разбирать «Бессмертное горе от ума», вспоминать Фамусова, его дочь, служанку, Молчалина, Чацкого. Ничего этого не будет. Мы будем говорить о Грибоедове не столько как о литераторе, сколько как о человеке своего времени. Человеке невероятно ярком, в ком вот как в каком-то кристалле собралось и отобразилась переломная эпоха рубежа XVIII-XIX века. Слом поколения, другой взгляд на жизнь, изменение мировоззрения. Мы будем говорить о Грибоедове как о образованном юноше, который записался добровольцем на фронт в 17 лет. Мы будем говорить о Грибоедове как о модном молодом человеке, театрале, литераторе, дуэлянте, бритере, хулигане. Мы будем говорить о Грибоедове как о государственном служащем, как о дипломате успешном, оставившем свой след в истории России. Но самое главное, мы будем говорить о времени и о тех моментах этого времени, о которых, может быть, вы знаете чуть меньше, потому что про это в школе не рассказывают. Итак, «Горе от ума» далеко не единственное произведение Александра Грибоедова. Более того, далеко не первое, но последнее. При жизни оно было в самиздате, оно было запрещено для постановки на сцене, расходилось в списках. На самом деле Грибоедов – человек-загадка. Начнем с того, что мы не знаем, как он выглядел. Конечно, портрет Грибоедова классический, кистью художника Крамского, находится почти в каждой школе, в кабинете литературы. Портрет написан через 40 лет после смерти Грибоедова. Есть несколько прижизненных изображений, все они друг на друга не очень похожи. Более того, мы не знаем точно, когда Грибоедов родился. Исходим, как из Багратионом, из условной даты, 1795 год. На самом деле, это дата, которую указывала мать Грибоедова. Сам Грибоедов, когда оформлялся на работу в Министерство иностранных дел, писал автобиографии различные, в общем, в разных источниках указывал другой год своего рождения. А иногда даже разные года своего рождения. Он точно не младше, чем 1795 год, но вполне возможно, что на несколько лет старше. Почему? Мы об этом еще поговорим отдельно. Как выглядел Грибоедов по описаниям? Невысокого роста, в очках, у него было плохое зрение. Сколько было диоптрий, мы не знаем, но без очков он видел совсем плохо. Мог не узнавать людей. Но тогда не было диоптрий. Шлифовали очки приблизительно на глаз по толщине линзы, и по мере ухудшения либо улучшения зрения очки просто меняли. Грибоедов без очков обходиться не мог. Вот этот вот его чуб, такой а-ля «Стиляги», фильм, который мы видим на классическом портрете, вот этот чуб тоже только по устному описанию. Был, не был, неизвестно. На портрете он такой франт, но опять, это все догадки художника. Грибоедов родился, будем исходить из того, что в 1795 году в дворянской семье. Семья, мать и отец – это мезальянс, неравный брак. И вообще редкий случай, но Грибоедов фамилия по отцу, но девичья фамилия матери тоже Грибоедов. Представляете, вот не Иванов, Петров, а Грибоедов и Грибоедов. Редкое совпадение. При этом они совсем не родственники, вот совсем. Мать Грибоедова – столбовая дворянка. Как было написано в рукописях, в документах, в смутное время предок Грибоедова, некто Михаил, многое храбрости и кровопролития и службу показал, и на воровскую прелесть, и смуту, на которую не покусился. В общем, за что получил от первого Романова вотчину в Вяземском уезде, нынешняя Смоленская область, село Хмелита. Там сейчас известный федеральный музей Грибоедова. Да, что такое столбовые дворяне? Помним по Пушкину с вами, да, про рыбака и рыбку. Хочу быть дворянкой столбовою. Столбовые дворяне – это почти бояре. Это те дворяне, которые упомянуты в так называемых столбцах. Столбцы – документы до Петровской эпохи. Они были не такой ширины, как А4, немного поуже. И запись вели на этих бумагах в столбец. Обычно в 2 столбца на таком зауженном листе бумаги. Но самое главное, после этого следующий лист прикрепляли не вот так вот, как сейчас, в тетрадях, как принято, переворачивался, а прикрепляли внизу. Обычно приклеивали, иногда были еще специальные скрепы. И потом эти листы соответствующим образом сворачивали в грамоту, перевязывали, если требуется, скрепляли печатью и хранили в специальных коробочках.
Иногда эти коробочки были довольно красивыми, железные, с узорами. Если это важная коробочка в архиве, какой-нибудь мирный договор или законодательный акт. Вот если дворянин упомянут в этих столбцах допетровских, то, соответственно, это столбовой дворянин. Упоминания могли быть самого разного рода. Ну, например, бумаги о пожаловании тем-то либо тем-то дворянам поместья. То есть, как своего рода свидетельство о временном праве собственности, скажем так, корректно. Или просто перечень этих дворянских фамилий с указанием их каких-то особых заслуг, воинских подвигов, награждений, опять же, пожалований и прочее. Вот дворянин из столбцов допетровских – это столбовой дворянин, старая фамилия. Конечно, столбовой дворянин отличался от другого, нового дворянства. Это был вопрос не материальный, то есть никаких материальных привилегий не было. Это был вопрос гордости. Столбовые дворяне гордились. Вот столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Специально подробно это вам рассказываю, чтобы вы понимали флер времени. Что такое служилый дворянин? Вот возьмем пример деда Грибоедова. Дед Грибоедова обычный солдат. Видимо, либо из каких-то городских низов, может быть, даже и из крестьян. Солдат. Попал на службу в Первый Петровский Преображенский полк. И дальше боевой выслугой дослужился до офицера. А при Петре уже прапорщик дает личное и потомственное дворянство. К концу своей жизни бывший солдат Грибоедов имел уже 170 крепостных душ. Ни много ни мало. То есть еще и разбогател на службе. Что касается даты рождения Грибоедова, я вам сказал, что дата точно неизвестна. Почему? Первый вариант. Грибоедов прибавлял себе возраст в документах, чтобы не казаться зеленым юнцом и претендовать на более высокие должности. Дело житейское, так часто бывает. Чистая психология. Есть другая версия с подоплекой. Мол, Грибоедов действительно был рожден то ли на год, то ли на 2, то ли на 3 года раньше. И отцом его был какой-то знатный вельможа. И вот отец Грибоедова из неродовитого нового дворянства закрыл глаза на то, что его жена с незаконным ребенком записала ребенка на себя ради выгодной партии, а может быть, ради любви. Ну, конечно, мы могли бы попытаться какой-то сложный генетический анализ, поясняя, был ли Грибоедов Грибоедовым по отцу, но, собственно, кому это нужно? Какая разница? Нам же важен человек, а не гены. Об образовании. Вот я в самом начале сказал, что Грибоедов по тем временам, первое, треть 19 века, очень образованный молодой человек. Честно говоря, дворяне-то особо книжек не читали, наукам-то сильно не учились. Ну, хорошо бы знать иностранный язык французский, возможность порассуждать о том о сём непринужденно. Ну, естественно, грамота, основы математики. То есть то, что давало домашнее образование. Я не имею в виду элиту, князей, которые получали изысканное образование с иностранными преподавателями. В целом, наука – это не дворянское дело. И вот Грибоедов как раз относится уже к тому поколению перелома 18-19 века, когда дворянин, если может себе позволить, должен отличаться не только осанкой, воинскими умениями, гордым взглядом, но и образованностью. Поэтому с самого начала они живут в Москве. Родители поссорились, отец жил где-то там в поместье сельском, мама жила в Москве вместе с сыном. Мама сразу нанимает ему гувернеров, преподавателей музыки, его учат играть на фортепиано и на арфе. По нынешним временам редкость для мальчиков, но вот и на арфе умел играть Грибоедов. Изучает иностранные языки, а потом в возрасте, опять же мы не знаем точно, ну скажем так, от 7 очевидно, до 10 лет его отдают в пансион при Московском университете. После этого пансиона прямая дорога, собственно, в Московский университет, где обучение тогда не 5-6 лет, как сегодня, а 2-3 года. Хочется сказать МГУ, но еще без буквы «Г» посередине. Грибоедов – книгачей. Гёте, Шиллер, Шекспир, французская литература. Фауста читать может часами наизусть. Блестящая совершенно память. Заканчивает университет по факультету словесности. Это общегуманитарное классическое образование. Что дает диплом Московского университета? И сразу возможность устроиться на работу в повышенном чине. Диплом Московского университета – это сразу чин 12 класса, губернский секретарь. По армейским понятиям это поручик. Делаешь такой карьерный прыжок. Грибоедов владел к этому моменту 6 языками иностранными. Английский, французский, немецкий, итальянский, латынь. И чуть позже выучит греческий еще. А затем, уже работая позже в Министерстве иностранных дел, он освоит греческий современный, армянский, арабский, турецкий и персидский. Финиш
отдыхает совсем. Чиновник МИДа с 10 иностранными языками. При этом мы должны понимать уровень погружения. На персидском он и писал, и говорил. На французском он говорил лучше, чем на русском. Его просто не отличали от француза. Редкость для дворянства того времени. Настоящий полиглот. Прежде чем будем говорить о работе Грибоедова, немного о деньгах. Деньги – это важно всегда. Какой материальный достаток семьи Грибоедовых? Казалось бы, там столбовое дворянство по маме, папа майор. На самом деле это не очень богатое дворянство. Это скорее средний класс. Для того, чтобы жить в Москве так, как хотела жить мама, свой дом, гувернеры, учителя, репетиторы, сын в университете, экипаж иметь, ездить, то есть автомобиль с водителем, желательно пару водителей, их надо менять, прислуга, дом. По дворянским меркам того времени требовалось 5-6 тысяч рублей в год, то есть примерно 500 рублей в месяц. Запомните эту цифру. 500 рублей в месяц – это уровень жизни, содержания среднедворянской семьи, проживающей в Москве. Понятно, что в Петербурге это будет еще дороже. В глуши в Саратове это будет существенно дешевле. Но финансовое положение семьи Грибоедовых, оно, как бы выражаясь современным языком, нестабильное. У них есть несколько поместья, но это либо совсем крошечные какие-то деревеньки, либо поместья, находящиеся в совместном владении с другими помещиками. То есть такой институт тоже раньше был. Несколько человек владели одной небольшой деревней и как-то делили с нее доход. Потом мать получит наследство от брата, другого столбового дворянина, и наконец-то обретет свой собственный дом в Москве. Он сгорит в пожаре 812 года, но будет свой хороший деревянный дом в центре Москвы. Ну и еще получит кое-какие имения. Вот на эти средства будет семью кормить. Однако все равно денег не хватало. И поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала, чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала. В 1809 году записанные, кстати, на Александра Грибоедова, подростка, 2 деревни. Далее, когда умирает отец умер весь в долгах, долгов было больше, чем имущества. У него была тоже деревня, находившаяся в закладе, в залоге у банка. При этом сумма оценки этого имения, если его продать, была существенно меньше, чем объем долгов. Что решила мама вместе уже с молодым Сашей Грибоедовым? Они всю эту деревню вместе с долгами записали на сестру Грибоедова. Почему на сестру? Потому что иначе нельзя. Иначе бесприданница. Помните классику? Кто тебя замуж возьмет? Хорошая дворянская партия не составится. Надо, чтобы у невесты было какое-то приданное, не подушки, это же не купеческая семья, не пуховики, не мебель, имение, недвижимость. Пусть и обремененная долгами. Ну, с долгами потом муж как-нибудь пусть разбирается. Во время войны 812-13 годов семья Грибоедовых отдавала своих крепостных в ополчение. Почему? За это правительство платило. А также, как это не звучит дико, но продавала. Продавала крестьян как дворовых. Продать крестьянина с землей было сложно, ну и невыгодно, и временами запрещено законодательством. Поэтому крестьянина приписывали ко двору, как слугу, иногда даже вместе с детьми, и дальше продавали его как дворового безземельно. Это называлось продажа на вывоз. Крестьянин переезжал к новому хозяину в другое имение, и дальше там чем-то занимался, мог служить при дворе, при доме, а мог и получить земельный участок, если свободная земля у нового хозяина была. Так и записано, что некий генерал из Вологды купил у Грибоедовых дворовых людей Григория, 35 лет, Степана, 41 года, с сыном 12 лет. Сына имя в документах не упоминали. Это еще не мужская душа взрослая. Ну, хорошо, хоть не разлучили с отцом. 812 год, война. Грибоедов заканчивает только университет и поступает добровольцем, корнетом в гусарский полк. Нижний чин, как прапорщик в армии. Кстати, интересно, как принимали добровольцев. Процитирую документ той поры. Брали просто лето от 20 до 45 возрастные рамки, не затрудняясь, впрочем, если несколько старее или моложе. Лишь бы представлены воины был не урод и не Карло. Грибоедов подошел под все эти категории. Грибоедов записывается добровольцем в армию, но повоевать он не смог. Он как-то сразу чем-то тяжелым заболел. И пока лечился,
армия ушла на запад. По окончании войны Грибоедов служит в каком-то захолустье. В гусарах, не очень ему это нравится. Зарплата Грибоедова как младшего офицера 140 рублей в год. Несложно посчитать, меньше 15 рублей в месяц. С таким жалованием, даже если добавить к этому кормовые, премиальные какие-то, прочее, с таким жалованием лет 200 ты будешь освобождать от долгов отеческую деревеньку. Потом Грибоедов, когда перейдет на службу в коллегию иностранных дел, в МИД, то получит повышение в соответствии со своим университетским дипломом до губернского секретаря, до 12 класса. Но это повышение в должности, в ранге, в чине, но не в зарплате, потому что гражданские служащие получали меньше, чем военные. Соответственно, сколько там получал губернский секретарь? 200 рублей в год, может быть. Правда, здесь пригодились знания, и поэтому я всегда призываю всех молодых людей и девушек как можно лучше учиться и учить иностранные языки. Чем больше вы их выучите, пока молодые, тем легче вам и интереснее будет жить. Узнав в МИДе, сколько языков знает и на каком уровне Грибоедов, его моментально назначают переводчиком. А вот у переводчиков совсем другие оклады. Переводчик первой категории получал в МИДе 1500 рублей в год. Это в 10 раз больше, чем гусарский корнет. Учитесь. Далее Грибоедов работает по дипломатической линии. Это еще выше жалования. Тогда ситуация была примерно такая же, как в современном Министерстве иностранных дел. То есть за границей дипломат получал существенно выше, чем работая в центральном аппарате. Причем выше настолько, что, например, наш посол в Вене получал зарплату, я говорю зарплату по-современному, конечно, жалование, да, в несколько раз выше, чем министр иностранных дел. Даже если он был бы действительным тайным советником и канцлером. Неважно. Соответственно, как и сегодня, работать на западном направлении, в Европе, было доходнее и престижнее, чем на восточном. Все рвались в Париж, Вену, Рим, Берлин. Работать в Азии никто не хотел. Грибоедов, поскольку человек карьерно-амбициозный, но не настолько знатный, пошел в МИДе работать по восточной части. Там легче продвинуться, кавказское направление, Персия, Иран. Кстати, я помню, когда я поступал в советские еще годы в Московский институт международных отношений, там дипломатический факультет, который назывался факультетом международных отношений, делился на два отделения. Международные отношения западной страны и МО-Восток. МО-Восток учиться тяжелее, а поступить легче. Потому что потом будешь работать после МО-Восток Африка, Азия, а МО-Запад, Европа и Америка. МО-Запад – это самые блатные, либо самые умные. Только став уже ближе к концу своей жизни послом, наконец-то Грибоедов решает все свои материальные проблемы. Даже за подписание, тогда он еще не был в ранге посла, за подписание Туркманчайского договора, очень выгодного для России, ему был пожалован сразу чин, через несколько ступеней вверх. Статского советника, статский советник – это 5 класс. Это выше, чем армейский полковник. Сразу премиальные 4000 рублей. В империи всегда умели награждать. Естественно, и орден Святой Анны с бриллиантами. Летом 2015 года он берет очередной отпуск, приезжает в Петербург. И там неожиданно оказывается в литературно-театральной тусовке, как бы сейчас сказали. Знакомится с популярным драматургом. Важно не то, что он популярный драматург, а важно то, что он еще и с административным ресурсом чиновник. Член дирекции императорских театров Шаховской. Помните у Пушкина в Евгении Онегине? Здесь вывел колки Шаховской своих комедий «Шумный рой». Так вот, выводящий «Шумный рой» комедии Шаховской подружился с Грибоедовым, видел в нем какой-то талант и предложил ему сначала перевести какую-то французскую пьесу. Потом они вместе несколько пьес написали в той либо иной степени соавторства. Потом Грибоедов сам что-то писал, либо адаптировал. В итоге, во-первых, заработал денег. За это платили неплохо. А во-вторых, приятно, литературный успех. И он решает уволиться из армии и пожить какое-то время такой светской жизнью в Петербурге. Слава богу, деньги есть, а ему-то всего на этот момент 20 с небольшим лет. Отметился богемным, слегка хулиганским образом жизни. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. И в конце концов, в возрасте, который мы точно не знаем, 22+, он решает все-таки поступить на гражданскую службу, потому что, скажем так, творческие амбиции очень сопрягаются с амбициями карьерными. Он поступает в самое престижное место, куда можно устроиться, в Министерство иностранных дел. 1817 год. И сразу же попадает в дурную компанию золотой молодежи. Предводительствует в этой компании некто Александр Заводовский. Александр Заводовский парень непростой. Это сын министра
народного просвещения Александровского, бывшего фаворита Екатерины, богатого человека, весьма толкового, прогрессивного. Ну вот сын пошел не в отца. Состояние отца усердно проматывал, жил на широкую ногу в роскошной квартире на Невском проспекте, вместе с Грибоедовым дал ему комнатку. И вот они гуляли. Догулялись до шумно известной в то время скандальной так называемой четверной дуэли. Что такое четверная дуэль? Когда дерутся не 2 человека, а сразу 4 парами. Так бывало. Помните, вот если кто читал, смотрел кино, хороший сериал, рекомендую, старый, «Графиня де Монсоро». Там шестерная дуэль. Там сразу 6 французских дворян одномоментно бьются на шпагах. При этом тот, кто выживает, должен присоединиться к своей партии, супротив оставшихся в живых противников. К тому моменту, вообще-то, дуэли в Европе уже давно вышли из моды, а вот в России наоборот, хотя формально и были запрещены. В начале XIX века драться предпочитали на пистолетах. Вот известно, что у Пушкина было 29 дуэлей. Известный дуэлянт. Дуэль – это был вопрос чести. Важно было послать вызов, важно было принять вызов, важно было явиться на место дуэли, важно было не показать слабость. Вот из 29 пушкинских дуэлей до реальной стрельбы на поражение, как бы сейчас сказали, дошло только 3. Остальные как-то были урегулированы до первого выстрела. К сожалению, 3-я дуэль Пушкина стала смертельной. Но многие дуэлянты были отчаянными бритерами, хотя, можно сказать, и убийцами. Самый знаменитый из тех дуэлянтов того времени Федор Толстой по кличке Американец. Только подтвержденных 11 дуэлей, на которых он убил своих противников. Как стрелялись? От барьеров. На 10 шагах. Означало следующее. Ставились барьера 2. Это могли быть воткнутые в землю палки с лентами, либо еще какие-то препятствия. Отмерялось между ними расстояние. 10 шагов. Шагались специально широко, чтобы расстояние между барьерами было побольше. Я думаю, что это где-то 8 метров всего-навсего. Далее еще на определенном расстоянии от этих барьеров ставились дуэлянты. Как правило, если это, например, стрельба на 10 шагах, то еще плюс 10 шагов с каждой стороны. Итого получается расстояние максимум метров 20-25. Команда секундантов «Сходитесь». Вот такие, я уже как-то показывал, подобного типа дуэльные пистолеты, 1,5 килограмма весом, однозарядные, пуля свинцовая, либо специальный сплав, почти 1,5 сантиметра в диаметре. Страшное ранение, если попадешь. С такими заряженными пистолетами противники сходились. Выстрелить можно было в любой момент. Можно было вообще не идти, бить с расстояния. Можно было подойти к барьеру, нельзя было подойти ближе. Точность оружия невелика. Как мы с вами понимаем, с 25 метров попасть очень сложно, но зато потом, подойдя к барьеру, это уже убийство. Единственное спасение – осечка. Осечка была примерно каждый 10-й, иногда чаще выстрел. Вот осечка засчитывалась за выстрел, честь удовлетворена, жизнь спасена. Иногда стреляли в сторону, стреляли в воздух. Теоретически дуэль могла проходить и на шпагах, либо на саблях, но тогда дворяне владели холодным оружием хорошо. Такой поединок, во-первых, мог затянуться на долгое время, иногда даже на несколько часов. А во-вторых, сабля уже, если вынута из ножен, пролетая первая кровь, такую дуэль не остановить. Вообще-то противники могли выбрать любой вид оружия. Однажды Пушкин повздорил с каким-то французским дворянином, и право выбора оружия было у того, кого вызывают на дуэль. Пушкин вызвал этого француза, дело было, по-моему, в Молдавии. И дворянин выбрал ружье армейское. Это было столь экзотично и так всех насмешило, включая секундантов, что Пушкин расхохотался, оценил, значит, этот юмор. Видимо, сам вызов был не слишком обидным. Они обнялись, друг друга простили, и дуэль на этом счастливо разрешилась. Виды дуэли были какие? Классические, подвижные с барьерами, когда сходятся. Так стрелялся Пушкин с Дантесом, так стрелялся Лермонтов с Мартыновым. Второй тип дуэли, так называемый пистолет к пистолету, пистолет к лбу, либо дуло в лоб. Это очень короткое расстояние между барьерами, буквально 5-8 шагов. Иногда заряжался только один пистолет, то есть была своего рода жеребьевка. Иногда право выстрела разыгрывалось по жребию. Иногда стреляли кто как хочет. Можно одновременно, можно как у тебя нервы сдадут. А иногда строго по очереди. Я плохо помню, мне кажется, что герои нашего времени как раз Печорин и Грушницкий стрелялись по очереди. Был еще совсем экзотический вид дуэли, назывался «через платок». Я много раз читал его описание, но, честно говоря, не знаю конкретных известных случаев такой дуэли. Платок, все-таки не носовой платок современный, он такой длинный, вот такой приблизительно. Будем считать максимум в метр. В левую руку край этого платка берет один дуэлянт, в
Второй дуэлянт берет противоположный край в свою левую руку. Они отворачиваются с пистолетами. Ну, соответственно, расстояние между ними получается 3 руки. А потом по команде поворачиваются и стреляют. Довольно оригинальный способ взаимного самоубийства. Была еще русская рулетка. Или американка еще ее называли иногда. Это такая большая редкость на любителей. Заряжались пистолеты по одному патрону. И дальше какая-то роща, маленький лесок. С двух сторон на значительном расстоянии они не видят друг друга. Стоят секунданты с дуэлянтами. И потом по команде, по крику их отпускают. И они идут в лесу и сближаются друг с другом, то есть в условиях реальных боевых действий, ищут друг друга и стреляются. То есть вот такой лесной пейнтбол, с той лишь разницей, что у тебя совсем не шарик из краски. Риски совершенно другие. По законам, установленным еще Петром I, все было очень жестко. Повешение и тех, кто выжил, причем и дуэлянтов, и секундантов, и мертвых. Закон был принят, но на практике после смерти Петра никогда не применялся. Потом был манифест Екатерины II о поединках. Дуэлянты подлежали дворянскому, это не общий суд, дворянскому суду. Суд внимательно разбирался, какие были мотивы дуэли, кто прав, кто виноват, в какой степени вообще дуэль была обусловлена уровнем оскорбления, конфликта между этими дворянами. И далее решение дворянского суда утверждалось императором. Обычное наказание – заключение в крепость ненадолго, до года. Или разжалование в солдаты. Иногда в солдаты на всю жизнь без права выслуги. Для гвардейца перевод куда-то в захолустье без повышения в звании. Ну, либо совсем на войну, например, на Кавказ. Помним с вами, опять же, капитанскую дочку. Швабрин за дуэль переведен из блестящей петербургской гвардии вот в эту вот дыру, крепостишку Оренбургского края. Я специально делаю такие длинные отступы, потому что, еще раз говорю вам, дорогие друзья, я ведь не о Грибоедове писателе и поэте. Я о времени, о тех моментах, которые могут быть вам чем-то любопытны. От дуэлей перейдем к другой, важной части дворянской жизни той поры, к балету. Тем более, что они, как покажет нам жизнь, часто друг с другом соприкасались. Тогда в театральном Петербурге взошла звезда юной балерины Истоминой. И вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух из уст Эола. Пушкин, Евгений Онегин. Эта девушка Истомина имела возлюбленного, некого кавалергарда, известной фамилии, фамилию называть вам не буду, чтобы отчаянной глупостью данного кавалергарда древний знатный род не позорить. И вот она с ним поссорилась, находилась во временной разлуке. После очередного спектакля за кулисами пришел Грибоедов и пригласил Истомину, как было сказано потом, на чашку чая вечером. Это не что-то такое отчаянно неприличное. А балерина согласилась, недолго думала, поехала пить чай к Грибоедову. Но Грибоедов-то жил у того самого Кутилы Заводовского. И там как-то чай перешел в кофе в шампанское. И дальше темная история. Выяснилось, что Заводовский тайный поклонник этой балерины. Стал засыпать ее совсем уже неприличными предложениями. Не хочется пересказывать светские сплетни, но известно, что она там танцевала для них. И не только на столе. И, говорят, танцевала полностью неглиже. Так либо иначе прожила у Заводовского на квартире уже без Грибоедова. Грибоедов деликатно их покинул. Прожила у Заводовского 2 дня. Когда об этом узнал оскорбленный кавалергард, он вызывает Заводовского на дуэль. У кавалергарда 2 секунданта. Оба на слуху для нас. Такой же бритер и хулиган, как, собственно, вся эта молодая компания. Вот Вениамин Каверин, который 2 капитана, да? Вот Вениамин Каверин – это псевдоним. Он взял псевдоним как раз по фамилии романтичного героя, того самого Корнета Каверина, знаменитого гвардейца, дуэлянта той поры. Так вот, один Каверин, а второй Якубович. И вот тут нашла коса на камень. Дело в том, что Якубович давно знаком с Грибоедовым и находится с ним чуть ли не со времен Московского университета в очень таких неприятельских отношениях. В процессе договоренности об условиях дуэли они окончательно ссорятся и решают драться параллельно, одновременно с основными дуэлянтами. То есть будет четверная дуэль. Далее все как в кино. К барьеру,
Кавалергард, его аж трясет от ревнивого бешенства. Стреляет сразу, не делая первого шага, промахивается. Пуля оторвала воротник сюртука Заводовского. Чуть-чуть, сантиметр спас его. Заводовский, негодник, подождал, пока соперник подойдет к барьеру вплотную. Сам подошел, дрались на коротком расстоянии 6 шагов. И выстрелил в упор корнету прямо в живот. Грибоедов и Якубович, увидев этот ужас, стреляться не стали, договорились дуэль провести в следующий день, продолжить. Повезли кавалергарда к врачу. Он, естественно, вскоре скончался. Дальше странная история. Отец этого кавалергарда, представитель прославленной древней фамилии, даже пошел на прием к государю-императору Александру с просьбой не наказывать Заводовского. Он сказал, что его сын идиот, стал стреляться из-за какой-то танцорки и сам виноват в своей смерти. Заводовского простили. Якубовича отправили на Кавказ из гвардии. Грибоедова вызвали к министру иностранных дел и сообщили о назначении в дипломатическую миссию в Персию. По сути, та же самая ссылка на восток, на Кавказ. Кстати, прорабатывался еще один вариант. Хотели отправить еще дальше. В только-только создающееся посольство в Соединенных Штатах Америки. Но это было далеко, до дома не добраться никак, билет в один конец. Ну и вообще США тогда страшная периферия цивилизованного мира, поэтому Грибоедов предпочел все-таки выбрать Кавказ и Персию. Хоть опасно, но, по крайней мере, будешь в Петербург иногда ездить с докладами, депешами. На Кавказе он попадает в подчинение Ермолова. Так получалось, что он, как чиновник Министерства иностранных дел, был в оперативном подчинении генерал-губернатора и кавказского наместника Ермолова. Ермолов, блестящий военачальник, он Грибоедова просто очаровал. Но в ставке Ермолова он сталкивается с Якубовичем, лицом к лицу сосланным. И тут же на месте они решают стреляться, прямо в квартире. Слава богу, как-то секунданты уговорили дуэль перенести хотя бы на свежий воздух, чтобы там было хоть какое-то расстояние между стреляющимися. Секундантом Якубовича был некто Муравьев. Это будущий Муравьев-Карский. Кстати, тоже член тайного общества. Но спустя несколько десятилетий сам наместник на Кавказе. Прославленный генерал, который будет занимать то самое место, которое занимал в тот момент Ермолов. Поехали за город. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. Кстати, как-то умудрился даже восстановить навык игры на фортепиано. Грибоедов не воспользовался правом и вызвать к барьеру Якубовича, выстрелить в упор. Также выстрелил с расстояния, но промахнулся. Кстати сказать, историки считают, что он сделал это сознательно, потому что он видел, что Якубович стреляет вниз, целится ему в ногу. То есть Якубович все-таки не хотел его убивать, он стрелял ему в ногу, попал в мизинец. Поэтому Грибоедов проявил встречное благородство, тоже выстрелил с расстояния. Во время той первой поездки на Кавказ Грибоедов несколько раз ездил с дипломатическими миссиями. Довольно успешными, Ермолов их оценил. В основном переговоры ведутся с наследным принцем персидским, потому что сам шах очень далек от политики. Шах живет в Тегеране, у него немыслимое число наложниц. Говорили, что по 1000, плюс еще, по-моему, 150-160 официальных жен в гареме. В общем, с таким хозяйством шаху не до суетных политических вопросов. Фактически государством персидским руководит его наследный принц. Там же, на Кавказе, Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума», законченную чуть позже, в отпуске, находясь в имении своего друга. Есть масса исторических анекдотов, связанных с тем, как рождалось «Горе от ума». Ну, например, самый известный из них, что Грибоедов не писал набело, каждое слово вычищал, у него была масса черновиков. На каком-то этапе в имении просто закончилась бумага. Наверное, пьеса так и осталась бы не написанной, потому что возможности писать на работе у него, по большому счету, не было, только в отпуске. Но, к счастью, Грибоедов отправил слугу куда-то в соседнее городишко. Тот привез ему желтую, такую не очень качественную бумагу, но много. В общем, качество бумаги на качество пьесы никак не повлияло. Слава богу, удалось тогда ее на месте в отпуске закончить. Не могу, говоря о Грибоедове, о том времени, не рассказать еще и о его увлечении музыки. Он был совершенно блестящим импровизатором. Выражаясь современным языком, наверное, стал бы выдающимся джазменом. Блестяще импровизировал на фортепиано. Сочинял. К сожалению, записано было лишь 2 вальса авторства Грибоедова, в том числе и вальс «Ми минор», который считается первым русским вальсом,
дошедшим до наших дней. Были и другие серьезные музыкальные произведения, наиболее упоминаемая большая фортепианная соната, к сожалению, не сохранилась до сегодняшнего дня. Комедия Грибоедова распространяется в списках. Это считается едкой сатирой. Она очень модная. Ее читают вслух в салонах, ее переписывают от руки декабристы будущие. Но о публикации, тем более о постановке в театре, даже речи идти не может. К слову, коль мы помянули декабристов, сразу эту тему отметим. Грибоедов состоял в целом ряде тайных обществ. Но это были не декабристские тайные общества. Главным образом это были или масонские ложи. Находиться в них было модно, интересно. Круг общения соответствующий. Там в основном обсуждались вопросы постепенного реформирования, поддержки друг друга по службе, образовательные вопросы. Грибоедов был поклонником идеи просвещения в России, поддерживал ланкастерскую систему взаимных обучений. Помните, по «Горю от ума»? Всячески эту систему пропагандировал. Благодаря ней в английской армии удалось добиться почти поголовной грамотности солдат. И он считал, что члены этих тайных обществ, масонских лож, должны, не покладая рук, обучать своих дворовых, слуг, и, конечно, военные обучать солдат и унтер-офицеров. Когда случилось восстание декабристов, Грибоедов находился на Кавказе. Показания о принадлежности Грибоедова к Северному обществу дали Трубецкой и Оболенский. Мы помним с вами такой странный невроз, который охватил лидеров декабристов на первых допросах, когда они, то ли находясь на таком страшном взводе, то ли рассчитывая на помилование, то ли, наоборот, желая произвести впечатление, что это общество настолько обширное, в него входят все, поэтому нет смысла никого наказывать. Это вся элита империи того периода, молодая. Так либо иначе, они называли фамилии, зачастую, которые формальными членами общества не были, и уж точно в заговоре по цареубийству и военному мятежу не участвовали. Грибоедова назвали. Его подозревали как связного между Кавказским обществом, которого не существовало на самом деле. Тоже под подозрением был Грибоедов и косвенно сам Ермолов. И Северным обществом. В итоге в начале 826 года прискакал фельдъегерь из Петербурга с предписанием об аресте Грибоедова. Не было никакой конвойной команды. Вопрос чести. Он Грибоедова сопровождал в Петербург один. Фельдъегеря принял Ермолов, задержал его у себя, поил его чаем и ватрушками, дав таким образом Грибоедову время уничтожить все компрометирующие бумаги. Естественно, фельдъегерь и посланные с ним солдаты должны были провести в доме Грибоедова обыск. Грибоедов действительно сжег переписку с декабристами. Он со многими из них находился просто в частной переписке. Это были друзья. Он, когда приезжал в Петербург, жил дома у декабристов. Декабристы переписывали от руки «Горе от ума». Они постоянно посещали одни и те же ужины, вечеринки. Они рассуждали вместе о необходимости реформ в России. Политические взгляды Грибоедова можно было бы оценить как такой патриотический либерализм. То есть он считал, что да, конституционная монархия – это хорошо, отмена крепостного права – это необходимо, нужно проводить активные реформы в России, но делать это нужно постепенно, мирным образом, просвещая людей, боже упаси, без всякого насилия и без всякого мятежа. А таких тайных обществ было много. Помним Репетилова, членов нескольких тайных обществ. Что делаете? Шумим, братцы? Шумим. Поэтому от Грибоедова до реальных военных заговорщиков была дистанция огромного размера. В конце концов, показания Оболенского о принадлежности Грибоедова к тайному обществу никто не подтвердил. Да и сам он уже начал как-то от этого отказываться со временем, говоря, что я не то имел в виду, да, он входил, но он ничего не знал. Несколько месяцев просидел Грибоедов, правда, не в Петропавловской крепости, как преступник. Его, в конце концов, отпустили с так называемым очистительным аттестатом, то есть без малейших претензий. И вскоре после этого он снова уезжает на Кавказ. Там меняется начальник. Вместо Ермолова приходит очень близкий Николаю человек, генерал Паскевич, прославленный военачальник и выдающийся администратор. Мне часто приходят от вас вопросы с просьбой рассказать обо всех полных кавалерах офицерского Георгия. Кое о ком из них я вам рассказывал. Кутузов, Суворов, еще Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. Все, у нас наградами не разбрасывались. Полный кавалер Святого Георгия – это, наверное, как четырежды герой Советского Союза, которых у нас было 2. Паскевич, во-первых, дальний родственник Грибоедова. Они знакомы по-семейному. Но самое главное, он очень ценил своего помощника по дипломатической части, молодого дипломата. Он нуждался в совете Грибоедова. Роль и статус его в этот момент
на Кавказе даже выросли. Грибоедов разрабатывает разные проекты, самый интересный из которых, жалко, он не был реализован, проект экономического развития Закавказья. Грибоедов предлагал по образцу Ост-Индийской компании, по образцу русско-американской компании акционерного общества создать еще одну такую акционерную компанию, российскую, закавказскую, которая занималась бы экономикой Кавказа, экспортом фруктов, сельским хозяйством. Жалко, что этот проект не был реализован. Почему Кавказ очень опасное место для службы? Потому что это перманентная зона боевых действий. Причем боевые действия идут как с местными горцами, плюс периодически возникает конфликт вооруженный с Турцией. И с начала XIX века и уже много лет длительное, тянущееся с перерывами противостояние России и Ирана. 3 перманентных, незатихающих, по сути, войны. Грибоедову достается важная миссия договориться об окончательных мирных условиях с Персией. Хотя бы один из этих 3 фронтов закрыть. И он сделал это блестяще. Он возглавлял нашу переговорную группу. Грибоедов умелый переговорщик. Ему было, конечно, вести переговоры политически комфортно, потому что это была победная война для России. Россия побеждала Персию фактически на всех фронтах. Она ее теснила. Она заняла значительную часть бывшей персидской территории на Кавказе и около Кавказа. Но, тем не менее, Паскевич подписывает от имени Российской империи Турк-Манчайский мирный договор. Договор, которого не хотел никто, кроме России и Персии. Категорически против этого договора была Турция. Ей было важно, чтобы Россия воевала на 2 внешних фронта. Естественно, против этого договора были кавказские мятежники. Они влияли на это в меньшей степени, но тем не менее. Но самое главное, против этого договора категорически была Британия. Потому что уже начиналась большая игра, уже шло масштабное проникновение Британии из Индии, Пакистана современного в сторону Средней Азии. Британия была максимально заинтересована в ослаблении России и в пролонгации русско-персидского и русско-турецкого конфликтов. Фактически вся иранская, персидская армия той поры напичкана британским оружием, поставляемым на самых льготных основаниях. У каждого иранского командира рядом советник британский офицер. То есть, по сути, Россия воевала с Британией через персов. Тем не менее, Россия побеждает, и мир на очень выгодных для России условиях заключается посольством Грибоедова. Россия получила большие территории. Ереванское, Ереван, и Нахичеванское ханство. Огромную контрибуцию, 20 миллионов рублей серебром. Это немыслимые деньги по тем меркам. Разрешение на беспрепятственную иммиграцию армян со всем своим движимым имуществом в исторические армянские земли. То есть тогда началось массовое переселение армян с территории Персии на ту часть Армении, которую контролировала Россия. Переезжали десятки тысяч армян. Они станут очень верными подданными империи. Кстати сказать, это была последняя русско-персидская война в истории. Более того, в дальнейшем и вплоть до сегодняшнего дня, с той поры уже прошло 200 лет, Персия исторически государство, находящееся с нами в вполне дружеских, корректных, а иногда и союзнических отношениях. Грибоедов с подписанным трактатом мирным триумфально приезжает в Петербург. Он награжден, его приветствуют в обществе. Звучат некоторые тревожные звоночки. Например, как-то вместе с Пушкиным и друзьями, опять же, это узкий круг, это одна и та же компания, они гуляют по Кронштадту и случайно встречают там английского дипломата, который, естественно, деликатно и вежливо поздравляет Александра Сергеевича Грибоедова с блестящим завершением мирных переговоров, с оценкой императором, с повышением в должности. Грибоедов после заключения этого мира назначается уже послом, чрезвычайным и полномочным посланником империи в Тегеране. Но говорит ему: опасайтесь, друг мой, опасайтесь, этого мира вам не простят. Кто не простит? Дипломат улыбается. 2 января 1829 года в Тегеране были вручены верительные грамоты, но послом Грибоедов проработал всего лишь около месяца. Через месяц разъяренная толпа, вооруженная толпа, среди которых находилось много профессиональных воинов, разгромила русское посольство. Отношение к русским было враждебное. Условия Туркманчайского договора
понятно, были болезненны для проигравшей войну Персии. И внешне все это выглядело как стихийный бунт. Но на самом деле это было не так. Акция готовилась. Во всех частях города муллы проповедовали, что русскими поругана вера, неверные оскорбили шаха, оскорбляют Аллаха и прочее, прочее. Звучал призыв мести, в том числе от высшего духовного лица в Тегеране. Тогда еще не использовали термин «аятолла», он появится позже. Ну, давайте, не буду забивать вам терминами голову. Аятолла того времени, по сути, призывал к войне с русскими и к наказанию русских послов. Во время налета на посольство погибли почти все сотрудники посольства, весь казачий конвой охраны, слуги. Выжил только один человек. Он проживал не в посольстве, его там как-то спрятали. Дальше по разным воспоминаниям. То ли он залез в сундук, его не нашли, то ли его как-то завернули в ковер и поставили в угол. Он в этом ковре простоял несколько часов, пока дом его не очистился от ворвавшихся туда разгоряченных убийц. Грибоедов, отстреливаясь, застрелил 18 нападавших. Я не очень в это верю. Это, собственно, данные из отчета единственно выжившего сотрудника посольства Мальцева. Не знаю, как там из сундука он видел, сколько застрелил Грибоедов. Тогда еще револьверов не было, пистолетов, пулеметов. Но то, что он погиб с оружием в руках, защищаясь, это факт. Это правда. Как написал Пушкин, «Я не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного. Она была мгновенна и прекрасна». Что стало причиной этих событий? Есть две версии. Первая – английский след. Исходим из того, кому это выгодно. Выгодно спровоцировать конфликт и будущую новую войну между Персией и Россией было только одной стороне. Англичане вообще ревниво относились к успехам русской политики. И, опять же, их советники были и при персидской армии, и при персидском дворе. Они были самой заинтересованной стороной в разрыве всех русско-персидских налаживающихся связей. На полном материальном содержании англичан был ряд высших чиновников и духовных лидеров Ирана, в том числе и тот самый высшее духовное лицо, выражаясь современным языком, аятолла. Поэтому, если исходить из римского принципа «ищи кому выгодно», выгодно это было англичанам. Косвенно это подтверждает и ряд обстоятельств. Накануне штурма английское посольство опустело. А вот после того, как уже все улеглось, и после того, как они вернулись, в посольстве шумно отмечалось торжество. Вполне в духе англосаксов. Помните, как отмечал Обама убийство Хусейна публично в Ираке? «We got him». Помните, как, коряво цитируя Юлия Цезаря, радовалась Хиллари Клинтон на камеры смерти Муаммара Каддафи? «Мы пришли, мы увидели, он умер. We came, we saw, he died». Вот так вот. Вене виде вице. Ну и вообще, почерк узнаваем, потому что за несколько лет до этого была похожая ситуация между Персией и Францией. Был отравлен французский посланник при персидском дворе, некто Ремье. Он прибыл к шаху тогда еще от Наполеона с предложением союза военного, экономического против Англии. Ну, как-то очень незадачливо тут же был отравлен. Была еще одна официальная версия. Грибоедов вел себя заносчиво, вел себя как представитель победившей державы, не проявлял должного уважения к персидским обычаям. Самое главное, укрыл на территории посольства беженцев, армян. Ну ладно, что он укрыл армян, но среди этих армян было две наложницы из гарема шаха, и плюс еще какой-то евнух-армянин. Соответственно, наложницы и евнух – это могли бы быть носители каких-то политических секретов. Ну и вот разгоряченная толпа, возмутившись таким высокомерным поведением посла, тем более из неверных, ворвалась и наказала. Скажу откровенно, эта версия не выдерживала никакой критики даже тогда, хотя она и была принята официально. Потому что, во-первых, по договору все армяне получали право переселиться на территорию Российской империи. Поэтому в укрывательстве на территории посольства, тем более имеющего право экстерриториальности, армян в этом не было ничего предосудительного. Если вести речь о тех самых двух женщинах из гарема и евнухе, то здесь истории еще более интересны. Что произошло на самом деле? Евнух пришел к Грибоедову и сказал, что вот я армянин, я вообще христианин, меня заставили здесь принять ислам, оскопили,
Я хочу бежать от этого мерзкого шаха в Армению. Вот со мной еще 2 девушки симпатичных. Грибоедов, опытный дипломат, почувствовал, что здесь дело нечисто. И он предложил им: давайте только не в посольстве. Давайте выезжайте куда-нибудь в Тиврис, ко двору наследного принца, если вас здесь обижают. Давайте я напишу шаху, имею ли я право вас принять. В общем, Грибоедов от этого отказывался. Евнух настаивал: спасите, нас убьют, зарежут, я вернуться не могу. Это сложная история, и Грибоедов понимал, именно бывший христианин, он принял ислам. А принявший ислам, когда бежит под защиту иноверца, хуже, чем государственный изменник. Возникла очень неловкая ситуация. Грибоедов находился в этот момент в переписке с двором шаха. Шах пообещал его принять, чтобы урегулировать этот конфликт через несколько дней. Но до этого времени Грибоедов решил: ладно, пусть они у меня останутся при посольстве. Но этого приема не дождались, потому что буквально за день аудиенция, которая должна была урегулировать так либо иначе эту спорную ситуацию, неловкость которой Грибоедов прекрасно понимал, и он этого не хотел. За день до этого огромная толпа в несколько тысяч человек врывается на территорию посольства. Во главе этой толпы вооруженные люди. Происходит кровавая тегеранская резня. Почему мне кажется, что эта история не с двойным даже, а с тройным дном? Безусловно, было неуважение. Внешне был повод в том, что они приняли этих женщин из гарема. Хотя они и были армянки по национальности, и по договору он мог их принять. Вроде бы как они из гарема, то есть их некая неловкость такая есть. И этого евнуха. Самое интересное другое. Евнух исчез. Никто никогда больше не видел. Его не убили. Он пропал. Пропал, судя по всему, прямо накануне всех событий, произошедших в посольстве. Я подозреваю, что здесь сложилось все. И неловкость момента, и, безусловно, народное такое массовое раздражение персов поражением в войне и несправедливым, слишком жестким, с их точки зрения, договором. Ну и, безусловно, здесь не обошлось без англичан. Евнуха, вероятно, скорее всего, в качестве провокатора подослали из английского посольства, потом спрятали на территории посольства и спокойно увезли куда-то. Невозможно себе представить, чтобы персидский шах, чтобы персы не разыскали его потом и не наказали за этот акт измены и государю, и государству, и вере. Это невозможно. Но он исчез. Так либо иначе, никто не хотел войны. Петербург не хотел возобновления войны с Персией. Слишком долго она шла, и слишком дорого обходилась она империи, и слишком выгодными были условия уже заключенного Грибоедовым договора. Лучшего и пожелать невозможно. Тем более началась война с Турцией, и открытие еще одного фронта было крайне нерационально. Ну и, безусловно, как бы ни подозревали мы англичан, но уж точно не хотели большой войны с Британией. Поэтому граф Нессельроде написал Паскевичу в отношении Грибоедова следующее. Кавычки открываются. «При всем горестном событии Его Величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам сердца покойного Грибоедова, не соображавшего поведения своего с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской». Чернь сама по себе возмутилась и убила, а все остальные ни при чем. Кстати сказать, вся служебная переписка Грибоедова как с МИДом, так и с персами вплоть до 1917 года находилась в спецхране. Ее не давали исследователям, что тоже косвенно говорит о следующем. Прекрасно у нас при дворе все знали, прекрасно знали о роли англичан, понимали, но просто не хотели большой войны. Решили, как говорится, не обострять. Ну, к тому же персы очень вежливо просили прощения. Шах направил своего внука с покаянными дарами, с глубочайшими поклонами. Попал на аудиенцию к императору Николаю I. В покаянных дарах были ковры, золотые канделябры, редчайшие старинные манускрипты, жемчуга, украшенное драгоценными камнями оружие, сабли. Ну и самое главное – алмаз-шах. 88 карат из собрания великих моголов. Алмаз, как мы понимаем с вами, это не бриллиант, он имеет неправильную форму и не огранен по всем правилам ювелирного искусства, но грани его отполированы, и алмазов такого уровня в мире единицы. Цена алмаза шаха не поддается исчислению, потому что просто таких нет на рынке. Я вот посмотрел, интереса ради, сколько бы он мог стоить. Был продан алмаз поменьше, назывался «Розовая звезда».
несколько лет назад на аукционе. Его продали за $70 миллионов. Есть алмаз еще меньше, так называемый алмаз Хоупа. Он застрахован на сегодняшний день на $350 миллионов. Но наш алмаз Шах считается более ценным. Он уникален по степени своей прозрачности. А это, как говорят специалисты, ювелиры, в алмазе самое главное. Сейчас он находится в коллекции алмазного фонда. Я надеюсь, что никогда нашей стране не придется продавать его с аукциона. Но мы понимаем, что его цена – это, наверное, даже не десятки, а сотни миллионов долларов. Так как данный инцидент был списан на вину самого Грибоедова, то никто из погибших не был награжден. Наградили единственного выжившего, посольского секретаря Мальцова, со странной формулировкой «за примерное усердие и благоразумие». Вероятно, благоразумие заключалось в том, что он прятался в сундуке. Кстати сказать, этот Мальцов потом, как и Молчалин, долгие годы числился по архивам. В Москве находились архивы МИДа. Он там 20 лет исправно служил. Наверное, даже не 3, а больше награждений получил. Потом перешел на работу в центральный аппарат, сделал большую карьеру и даже несколько раз становился исполняющим обязанности министра иностранных дел. Успешно выжил, что уже в преклонных годах Мальцов умудрился разбогатеть. Я не знаю, честно говоря, не копался, каким образом ему достались стекольные заводы как раз в нынешнем Гусь-Хрустальном. Но став их владельцем, он получил от Персии еще особую привилегию беспошлинной торговли. Причем эта привилегия обосновывалась как раз обидами, нанесенными Мальцову и русским дипломатам вот тогда при убийстве Грибоедова. То есть он стал еще и финансовым выгодоприобретателем от всех этих событий. И вот, развернув активную беспошлинную торговлю с Востоком, Мальцов невероятно нажился на заводах и умер богатейшим фабрикантом, мультимиллионером, где-то там в Ницце. Судьба Грибоедова после этих событий была непростой. Его еле нашли тело. Несколько дней его таскали по всему Тегерану. Опознали только с помощью особой приметы. Отстрелянной фаланги мизинца. Вследствие той самой дуэли с Якубовичем. Тело перевезли в Тифлис, и там через несколько месяцев захоронили. Там и сейчас его могила. Там же стоит памятник Грибоедову, равно как памятник ему установлен и в нашем посольстве России в Тегеране. Кстати сказать, Грибоедов был первым, но не единственным из послов России, которые были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Это большая редкость убийства посла. На сегодняшний день наша история знает таковых всего 4. После Грибоедова это еще Воровский, посол Советской России в Италии, и Войков, посол Советской России в Польше. Но оба, и Воровский, и Войков, были застрелены гвардейскими офицерами, мстящими таким образом советской власти за красный террор. Войкову еще мстили и лично, как активному участнику убийства семьи Романовых. Войков, будучи химиком, готовил специальный раствор, который должен был уничтожить трупы царской семьи. Ну и недавняя совсем трагедия. Это 4-й случай в нашей истории. Убийство посла Карлова турецким военным, который тоже был застрелен. Там был целый заговор, турки потом раскрыли во время официального дипломатического мероприятия. Несколько слов о личной жизни Грибоедова. В этом отражается дух того времени, слабость дворянской элиты к балеринам. В 1824 году в Петербурге была премьера балета по Пушкину «Руслан и Людмила». Постановка французского хореографа Дидло. Помните? Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел. Это несправедливо. Дидло надоесть никому нас не может, потому что это выдающийся человек, который, собственно, выводил русский балет на ведущие мировые позиции. Примой выступала Екатерина Телешева или Телешова. Высокая, стройная брюнетка. Тогда балерины не были такими худышками, как сейчас. Кому-то она даже покажется в теле, но по тем меркам очень стройная девушка. Можете посмотреть на нее. Она позировала для известной картины Карла Брюлова «Итальянское утро». Грибоедов в нее влюбился, ухаживал. Ухаживал, судя по всему, безуспешно, потому что гражданским, по сути, мужем, таким постоянным, возлюбленным у Телешовой был никто иной, как генерал-губернатор Милорадович. И вот, собственно, 14 декабря 1825 года известие о восстании декабристов застало Милорадовича не где-то, а именно
на квартире балерины Телешовой. В общем, получив так либо иначе своей пассии отказ, Грибоедов уехал на Кавказ. Вообще он, как ни удивительно, пользовался успехом у девушек. Я говорю, как ни удивительно, потому что он не был таким статным красавцем, высоким, он не был богат, он носил очки все время, что большая редкость. И, в общем-то, с точки зрения дворянского стандарта того времени, не красавец-любовник. Но, видимо, какая-то была харизма у Грибоедова, невероятное обаяние, талант. По пути на Кавказ, свою последнюю командировку, он остановился у своих старых знакомых, князей Чевчевадзе, старинный грузинский княжеский род. Во время своих предыдущих поездок на Кавказ, еще при Ермолове, Грибоедов учил дочь Чевчевадзе играть на фортепиано. И вот он увидел, что прошли годы, а дочь выросла и превратилась в невероятную красавицу. Звали ее Нина, было ей 16 лет. Буквально увидев ее, через несколько часов Грибоедов сделал ей предложение и попросил у ее отца руки дочери. Он очень торопился со свадьбой, как будто что-то чувствовал. Их обвенчали в августе 1828 года. Там же, в Тифлисе, говорят, что Грибоедов, одевая кольцо на палец невесте, его уронил. Якобы это дурная примета. Прожили вместе они всего лишь несколько месяцев. Далее поехали в Тебриз, в Тегеран. Но молодая Нина Чевчевадзе Грибоедова уже была беременна, чувствовала себя плохо. И Грибоедов решил оставить ее у своих друзей по пути в Тевризе, попросив после этого вернуться обратно в Тифлис и дожидаться его там. Далее случилось то, что случилось. И долгое время от беременной Нины скрывали, что произошло с ее мужем. Когда случайно она об этом узнала, рыдала весь вечер, и в ту же ночь случились преждевременные роды. Ребенок родился слабым и умер на следующий день. На могиле Грибоедова женой была выбита одна из самых трогательных эпитафий, которых, наверное, мы знаем. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Всю оставшуюся жизнь Нина Чевчевадзе Грибоедова носила траур. Она так и не выйдет замуж, отвергая все ухаживания и предложения. Верность мужу стала легендой. Ее называли «черной розой Тифлиса». Она умрет спустя много-много лет, примерно во время Крымской войны, организовав в Тифлисе отряд женщин, которые боролись с азиатской холерой, накрывшей тогда город. И вот, ухаживая за больными, сама заболеет и умрет. Говорят, последние слова ее перед смертью были: «Меня положите рядом с ним». У Грибоедова счастливая посмертная память. Он звезда и знаменитость. Улицы его имени есть во многих городах России, ближнего зарубежья. Хотя его пьеса при жизни не шла ни в одном театре, но сейчас зато два театра носят его имя. Это Смоленский драматический и Тбилисский русский драматический театр. Его памятники во многих городах, и фигура Грибоедова запечатлена в монументе тысячелетия России в Новгороде, в группе скульптур «Писатели и художники». Ну, конечно, лучший памятник ему его блестящее, искрометное произведение, о котором я совсем не говорил сознательно. «Горе от ума». Пушкин, когда первый раз прочитал его, сказал: ну, все ясно. Половина разойдется на пословицы. Как всегда, наш классик угадал. Прошло 200 лет, у нас другой язык, казалось бы. Но, тем не менее, цитаты из «Горя от ума» знают все. И, наверное, это самое цитируемое произведение классической литературы. Я в свое время, в школьные годы, знал «Горе от ума» наизусть, чем очень гордился. Это, на самом деле, несложно, потому что запоминается почти с первого раза. Выучить наизусть «Горе от ума», на мой взгляд, гораздо проще, чем, например, выучить наизусть Евгения Онегина. Готовясь к этим записям, которые проходят у нас обычно довольно поздними вечерами, я каждый раз говорю сам себе: не мельтеши, не торопись. Читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой, как завещал великий Фамусов. У Грибоедова судьба посмертная счастливая в плане славы, но, конечно, трагическая в плане жизни. Он не успел реализовать себя ни как писатель. У него было много-много планов разных. Но все недосуг, служба мешала, отрывала его. Это Пушкин мог себе позволить бездельничать по линии Министерства иностранных дел, где он числился и ничего не делал. Грибоедов служил по-настоящему, делал карьеру, сделал много хорошего для нашей страны. Но от творчества это отрывало.
плюс загоняла тебя в тиски. Ты не мог себе позволить написать все, что думал, даже понимая, что это никогда не увидит печати. Опасаясь, что в рукописях это так либо иначе разнесется и потом серьезным образом повлияет на твою позицию на государственной службе. То есть вот эти ограничения у Грибоедова были гораздо-гораздо более жесткие, чем у его великого тезки Александра Сергеевича Пушкина. С другой стороны, он не успел и построить большую карьеру. Я уверен, что проживи Грибоедов еще 20-30 лет, это был бы второй Горчаков. А может быть, это был бы первый Горчаков. Это был бы министр, это был бы канцлер. Это был бы один из первых и лучших сановников империи. Я нередко прохожу на Чистых прудах мимо памятника Грибоедову, который тоже, как и портрет Крамского, в какой-то степени отображает не то, как выглядел Грибоедов на самом деле, потому что мы точно в деталях этого не знаем. Отображает такую идею, образ Грибоедова. Тоже с начесом, тоже одет как франт, стройный даже выше среднего роста явно, но с очень подчеркнуто твердым лицом. И опять же, мы не знаем, был ли он таким на самом деле. Но мне кажется, что скульптор очень хорошо отобразил не внешность Грибоедова, он хорошо отобразил его характер. Как бы он ни выглядел, каким бы он ни был интеллигентным очкариком, на самом деле это был человек с очень сильным внутренним стержнем. Вся его жизнь, вся его судьба – это попытка доказать окружающим и себе, что время богатырей 12 года, время екатерининских орлов не закончилось. У России есть люди, которые могут за свою страну постоять. Равно как могут постоять и за собственную честь, и за честь своих друзей, и за честь своей страны. Вот такой, мне кажется, и был Грибоедов необычный, очень разный и очень сильный. Давайте посмотрим на этот памятник и таким Александра Сергеевича и запомним. Перечитайте еще раз «Горе от ума». Такое ощущение, что оно написано вчера. Ну и последний наш герой, тоже дипломат профессиональный, Федор Иванович Тютчев. Мы его знаем, естественно, все как поэта, и даже школьники знают. Чем отличается Тютчев от Лермонтова, Пушкина, даже от Некрасова? Вот так школьника спросишь, ну давай стихотворение Тютчева наизусть. Все. А потом говоришь, ну давай, люблю грозу в начале мая. Все, ну конечно, да, люблю грозу в начале. Я помню время золотое. Ну да. Самое популярное стихотворение Тютчева какое? Единственное, я считаю, стихотворение Тютчева, которое точно знают все. Каждый человек, который смотрел кино, любое российское, классическое, он знает это стихотворение, потому что его обессмертило исполнение артистом народным Папановым. Я встретил вас, и усё былое. Я встретил вас, и усё былое в отжившем сердце ожило. Светлая голова, прекрасное образование. Всю жизнь проработал в МИДе. На протяжении многих лет был советником министра иностранных дел неформальным, близкий друг Горчакова. Учился в Московском университете, тогда рано поступали, с 14 лет. На филфаке учился, поэтому тогда это называлось отделение словесности. Латынь, древнегреческий, немецкий, французский. Потом поступает в МИД на работу, едет в посольство в Германию. 20 лет проработал за границей. Не дослужился до посла, на средних должностях. Кстати, он сам себя поэтому не считал. Его. Вообще немного написал, около 300 стихотворений всего-навсего. Но был невероятным сердцеедом. Каждый раз влюблялся по-настоящему и старался жениться. Он сначала женился, у него было 3 дочери. Потом супруга его скончалась. Там тоже был скандал, потому что выяснилось, что у него есть еще одна постоянная возлюбленная. Ну, все как-то утряслось, супруга скончалась.
Он второй раз женился уже на своей возлюбленной. И еще 3 детей от второй. При этом совершенно искренне, он поэт. Так был расстроен, когда умерла его первая жена, всю ночь прорыдал на могиле и посидел за эту ночь. Но все равно женился на своей любовнице и еще 3 детей. Потом при живой жене в преклонных годах, тоже как и Горчаков, влюбился. Но поскольку он честный человек, он не может просто влюбиться. И тоже 3 детей еще раз. По 3-му разу. Но из семьи не ушел, потому что вторую жену тоже очень любил, поэтому жил на 2 семьи. У него было 9 детей, по 3 от каждой из его возлюбленных. Когда Тютчев умер, то выяснилось, что у него еще 2 сыновей. Поэтому его жена отказалась от пенсии МИДовской в пользу вот этой обнаружившейся еще небогатой какой-то женщины, иностранки, с которой он завел роман-то за границей. Потому что там 2 сыновей надо как-то воспитывать, денег совсем нету. Воспитали оба боевые офицеры и погибли на ошибке. Тютчев потом, когда вернулся из-за границы, стал работать цензором в МИДе. Тогда цензура была не только у Уварова в Минпросе, а во многих министерствах была своя цензура. Тютчев был сначала просто цензором, а потом начальником цензурного управления Министерства иностранных дел. Это большая должность. В конце жизни он стал тайным советником, генерал-полковник. Отвечал за цензуру иностранной литературы. То есть он решал, что печатать здесь из иностранной литературы, а что не печатать, что переводить, что не переводить, что завозить, что не завозить. Но так как он был человеком весьма либеральным, свободомыслящим, всю жизнь был против крепостного права публично в николаевские времена. И поэтому то надо сказать, что это был идеальный цензор. Просто идеальный. Он много чего разрешал. Не злой совсем. И хорошо разбирающийся в теме. Я думаю, что если он что-то и не разрешал, то главным образом из-за низких художественных качеств этой литературы. Поэтому везет. Везет в том смысле, что мы их как-то больше ценим и уважаем, и помним, чем чиновников. Поэтому у нас у Тютчева есть и музей-заповедник под Москвой, музей-заповедник в Брянской области, музей имения под Москвой, и улицы, и школы имени Тютчева, и библиотеки имени Тютчева. Ну, то есть посмертная судьба гораздо счастливее у поэта, чем у чиновника. В заключение, что бы я хотел еще сказать. Как известно, в России 2 союзника – армия и флот. Но когда внешнеполитическое ведомство работает активно, энергично и наступательно, как это было у Горчакова, то оно становится полноценным 3-м союзником. Причем союзником таким, который действительно может достигнуть побед без единого выстрела, без пушки и без рубля. Для любого государства очень, очень важно. Именно поэтому мне все время хочется больше рассказать не о полководцах, не о императорах, а о людях, которые сохраняли жизнь. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Это тоже Тютчев. Нам не дано предугадать много чего, но мы можем слова сеять, рассказывая истории, в том числе из нашей истории. Мы можем пытаться ковыряться, находить какую-то червоточинку, фальсификации, а вот нас обманывали. А можем пытаться рассказывать о людях хорошее. Даже о таких сложных людях, как непростых, как Нессельроде. Потому что, рассказывая о людях хорошее, мы делаем мир добрее, на самом деле. И мы пытаемся сохранить память о тех людях, которые талантливы. Дурак бы тоже 40 лет министром бы не пробыл. О тех талантливых людях, кто как мог в тех условиях служил, помогал своей новой родине или своей исторической родине, тысячелетней, как Горчаков. Пытался что-то доброе сделать, насколько это возможно. Мне кажется, что надо рассказывать истории так, пытаться, по-доброму. Это такой вот финал нашей истории. Но потом я подумал, решил сделать еще один финал, знаете, как в кино. После титров. Потому что я стал читать стихи Тютчева, читал, там, вспоминал, перечитывал. Как обычно говорят, не дай бог жить в эпоху перемен. Великая китайская мудрость. Но это китайцы, это у них такая мудрость. А наш, не самый глупый, русский дипломат Федор Иванович Тютчев говорил обратное. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Тютчев жил в такие же переломные, роковые для России минуты. И сейчас очень часто задают вопрос.
А видите, что происходит вокруг? Мировая перестройка всего. А как жить в этих условиях? В условиях перемен? Что делать дальше? Что будет с Россией? Нам-то что делать? На вопрос, как ко всему этому относиться, мы можем вспомнить другие стихи Тютчева. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, в ней особенная стать, в Россию можно только верить». Это то, что нам и нужно делать сейчас. И поверьте, это немало. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго. Спасибо.